Казино, алкоголь, куча долгов, проигрывал все, что зарабатывал, и при этом заливался всегда алкоголем. Казино – это порталы преисподней. И не забывай, что вы питаете темный мир. Это не ты куришь, это через тебя курят. Не ты пьешь, через тебя пьют. Табак считается испражнением дьявола. Любая форма одержания – это, да, можно назвать болезнью, это присутствие демона внутри. Единственная победа, которая важна, это победить самого себя. Ну что, приветствую, Виктор. Приветствую, с приездом, с приездом. Благодарю. Да. Из Да. Краснодара полет был нормальный, часа Вообще, 2-3? Да, прекрасно. Нет, не 3,5, наверное. 3,5. Было о чем подумать. Небось, думал о вопросах на подкаст. Думал, да. Я не готовился. Я даже вопросов не знаю. Ну, я чуть-чуть здесь план записал, блокнотик в Краснодаре. Это, кстати, очень хороший блокнотик. Я как раз до этого тоже отметил, что все сидят с айпадами, а ты с блокнотиком. И это очень хорошо. Это значит, что ты книги читаешь. Ну, текстовые не читаю. Текстовые. Аудиокниги мне нравятся. Аудио, да, ну просто по времени. Да. Но все равно хоть так. Сейчас мало кто развивает свой мозг в этом направлении. Все времени нет. Больше клиповое сознание развивается. Я вообще очень удивлен тому, что мы вот вживую встретились. Я давно вас смотрю, ваш канал, года 3, наверное, уже очень много всего посмотрел там. И вот так совпали события, что вот мы вживую познакомились. Да. Это очень круто, и я немножко волнуюсь даже. А не о чем и очень волноваться. рад знакомству. Здесь кроме нас практически никого нет, поэтому не о чем волноваться. Но волнение – это хорошо. Это указывает на то, что твоя энергия сейчас в активной фазе находится. Именно вот когда у людей чувство волнения возникает, это говорит о том, что энергия, она пробудилась в этот момент. Но его ум человека, как правило, окрашивает это событие в какой-то цвет, в тот или иной. Ну, например, зацепка за то, чтобы наше с тобой интервью хорошо прошло. А неважно, хорошо оно пройдет или нет. Знаешь почему? Потому что мы будем обсуждать разного рода вопросы, и по каждому вопросу могут быть свои выводы у всех людей. Почему оно должно пройти плохо? Или там супер хорошо должно пройти? Нет, оно просто есть. Мы обсуждаем тему, которая насущна, которая важна. Вот, и я потому-то и согласился. Да, тема такая, что вообще моя аудитория – это многие люди с зависимостями. В первую очередь это казино, азартные игры, но и также и другие зависимости. Алкоголь, сигареты. Я сам как бы такой в какой-то степени. Но я уже немножко не считаю себя сильно зависимым от этого всего. У меня как-то это вот все, в общем, не доставляет мне вреда какого-то, я не чувствую. Но я думаю, что после нашей с тобой беседы ты будешь чувствовать себя сильно независимым человеком. Сильным и независимым. Это прекрасно. Давай на этом сконцентрируемся. Да. Вот, и, в принципе, основная тема, я бы хотел как раз поговорить о зависимостях с духовной точки зрения. Вот это главная тема нашего подкаста сегодня. Хорошо, хорошо. Изначально вопрос такой, вот, почему они возникают у человека, зависимости. Вот у меня лично, как я увидел, мне сейчас 40 лет, в первую очередь возникло курение, 16 лет мне где-то было. Потом появился алкоголь, потом появились азартные игры, и вот так как-то я всю жизнь с этим всем и живу. Вот. В какие-то моменты моей жизни она приносила очень неприятные такие эффекты, которые меня тревожили. Аффекты, так скажем. Да. Вот. И как я выяснил, что в моем случае как будто бы воспитание родителей изначально, оно привело к тому, что вот как-то так. Давай начнем с того, что ты нормальный, совершенно стремящийся к духовному сейчас уже, да, миру, стремящийся к тому, чтобы стать более совершенным человек. То есть ты как бы не являешься человеком, который, как ты говоришь, сакцентировав внимание на чем-то плохом, каким-то таким, у которого есть проблемы. Ты здесь, у тебя нет никаких проблем сейчас, потому что ты контролируешь себя, ты ничего, что я с тебя начал, да? Так. Да, конечно. Контролируешь себя, контролируешь свои какие-то поступки, ты осознаешь, ты развиваешься. Вот это уже и есть фундамент базовый, от которого надо отталкиваться выше. Но если говорить о том, причина какова всего этого, она существует. Эта причина, если говорить о глобальности процесса, давай рассмотрим это с точки зрения космогонии этого всего. Эта причина, она еще тянется с прошлых воплощений. Но почему прошлые воплощения стали вот такими, так скажем, да,
базовыми в нехорошем аспекте, что в этом воплощении у человека есть очень сильная привязанность, ну и все, что мы значит, этим называем. Почему? Потому что опыт души еще небольшой, невеликий. Ну, то есть, проще говоря, существует несколько типов сознания людей. И если говорить о том, что люди ведут себя не совсем правильно с точки зрения вот духовного принципа, это говорит о том, что у них есть программы. Эти программы, они закладываются в прошлом. И эти программы потому-то и закладываются, что у человека еще нет глубокого понимания, осмысления, самоосознавания. То есть этот человек фактически является молодой душой. И он, идя по жизни, получая опыт, еще несмысленыш, так скажем. Да? Несмышленыш в том смысле, что он не так может управлять процессами, потому что у него нет еще опыта такого, знаний таких нет. И постепенно, проходя и получая уроки определенные, он выходит на уровень понимания. Это большая причина, это духовная причина. Более того, у таких людей, как правило, в астрологии указывается, некоторая позиция планет указывает на то, что у них есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, так скажем, разного рода. Понимаешь, это очень все очень вместе, очень четко проявлено в человеке. И вот если мы, допустим, научимся считывать информацию, в том числе и астрологическую, каждого человека. Почему сейчас астрология стала популярна так? Потому что люди развиваются на этом. Они понимают, что им нужно с чего-то начать, и нужно понять, кто они в базисе своем. Вот они пришли. Астрология – это показатель момент рождения, что человек с собой принес, какой он. Естественно, это не приговор. Астрология может быть изменена, и мы в духовной практике этого добиваемся, и у нас очень много есть результатов, и личный опыт тоже говорит об этом. Вот. Но когда мы знаем, что у человека есть предрасположенность, вот родился ребенок, родители, к сожалению, нас не учат этому, да, но тем не менее, в современном мире сейчас многие родители пытаются понять гороскоп ребенка, к чему он предрасположен, этот ребенок, как его жизнь будет проходить, там, и так далее. Все зависит, конечно, от того, насколько астролог адекватно все правильно видит. Он же тоже не волшебник, да, он наперед вряд ли что-то увидит. Но показания, вот расположение планет, циклы указывают на многие события, которые могут сопровождать человека по жизни. И такие родители, заранее видя, что ребенок вот у них родился в таком-то году, в таком-то месяце, дне и так далее, они понимают, что ребенка уже ждет, к чему он предрасположен. Как правило, у людей, которые идут по жизни вот таким образом, у них возникает именно то, что записано в астрологии. Это удивительно, интересно, но это факт. Это вот то, что высчитывается именно по полной дате рождения, да? Там, да, и время рождения, и место рождения. Сейчас очень много этих астрологов всяких. Да. Вот, и это проблема, да. Вот, ну, один вот одно расскажет, другой полностью противоположное расскажет, и как вот, ну, понять, вот, можно поверить во что-то, то, чего нет на самом деле. И... Я людям советую, ну, я не советую, конечно, но рекомендую не довольствоваться одним раскладом, а найти несколько, ну, допустим, известных астрологов, посмотреть, как это сейчас делается, сразу отзывы и все остальное. Да? Вот. Взять нескольких астрологов и пройти путь, да? Заняться самоисследованием. А потом суммировать, потому что люди, действительно, ты прав, они не предсказатели, не пророки. Вот. Хотя есть астрологи, которые очень прозорливы. Помимо того, что они видят расположение асцендента и видят событийный ряд, они еще чувствуют. И вот их интуиция, например, да, она совпадает с показаниями. Тогда открывается еще дальше двери, еще и еще. То есть эти люди могут очень хорошо предсказать в буквальном смысле. Предсказать то, что с человеком происходит. Такое есть, но это редкий случай. Но я вот такого астролога знаю, который очень глубоко видит и понимает. Более того, чтобы это видение сохранить, вот в лице его и тех, кто действительно по-настоящему любит и уважает себя и это дело, чем занимается, да, и на пути духовном, они медитируют, они находятся в аскезе, они занимаются духовной практикой, саморазвитием, для того, чтобы не ошибиться. Потому что когда ум загрязнен, информации много, она не на своих местах, образно говоря, да, то может так получиться, что человек невольно может трактовать что-то не так.
такое случается. Ну, там ветер не там подул, образно говоря, роза ветров изменилась, к примеру, я шучу. Но бывает так, что люди, даже из-за погодных условий иногда бывает изменение давления и так далее, и мозг чуть-чуть так по-другому видит все. Но те люди, которые действительно по-настоящему, занимаясь саморазвитием, чувствуют ответственность за сказанное, вот эти астрологи, они очень возвышены. Ну или, скажем, люди, которые занимаются изучением жизни, да, вот связанные с кармой человека. Не обязательно, чтобы он был только астрологом, он может быть нумерологом, может быть кем-то еще, да, но главное, чтобы он был духовным человеком. Тогда, с точки зрения этого, он может увидеть и сказать. И самое главное, ведь не просто увидеть, а дать правильный совет, рекомендацию, которая необходима для того, чтобы человек выбрался из этого. Видишь, мы как сейчас какую тему затронули, да? То есть это только один аспект. Карма, астрология, момент рождения. Дальше. Что влияет на судьбу ребенка, будущего взрослого человека, да? С точки зрения позитивных, негативных качеств. Это мое видение, понимание вопроса. Влияет то, в каком состоянии были родители. Потому что все-таки через информацию родовую передается очень много всего. Более того, ребенок потому и попадает к этим родителям, чтобы получить этот аспект. Имеется в виду, в каком состоянии они были, когда жили до рождения ребенка, или в момент зачатия ребенка? И в момент зачатия, и до этого, как они сами развивались. Ну, например, у отца-алкоголика ребенок нормальным быть не может. Все равно эта программа будет. Конечно, душа может прийти и победить эту программу. Так бывает очень часто. Даже некоторые дети воплощаются для того, чтобы вытащить отца и мать из этого запоя. Такое есть, и это немало случаев. Этот ребенок, он растет, и он совершенно другой, он как ангел в доме. И ему уже и достается от этих же родителей, но он приходит для того, чтобы получить этот опыт безусловной любви и помочь своим родителям подняться над этим. Наоборот бывает. Вот был случай такой, когда у одной женщины муж прямо вот очень сильно пил. Это реальный случай. Пил и бил ее еще. Издевался над ней, ни во что не ставил. А она, как преданная супруга, его любила и, как говорится, служила супругу своему. Выполняла свою дхарму, то есть свое предназначение. Более того, у них была дочь, которая вела неправильный образ жизни, и сын, который стал также падок на, значит, разного рода химию, да, вот так скажем. И она тогда однажды взмолилась о том, чтобы что-то нужно делать. То есть семья полностью распадается, она же мать, любит, и супруга к тому же. Вот. И ей было, значит, видение такое, как во сне, может быть, да, в этом состоянии, что ее посетили светоносные существа и сказали ей, что ее задача заняться духовной практикой, саморазвитием. Настолько, насколько это она может сделать, и молиться за своих близких, продолжая молитву, заниматься саморазвитием. Не тратить силы и время на то, чтобы их перестроить, а заняться собой и по-настоящему уйти в духовность. Она так и сделала. Этот посыл, эта энергия были настолько мощные, что когда она открыла глаза, образно говоря, проснулась, да, она встала на духовный путь и стала интенсивно практиковать йогу и молитву, медитацию и молитву. Но мы об этом еще поговорим. Может. Через какое-то время ее семье как-то все стало меняться. Он стал меньше пить, меньше ругаться, с детьми как-то стало все налаживаться. Прошло достаточно большое время, может быть, несколько лет. Но ее интенсивная практика и понимание того, что от нее зависит будущее ее любимых людей, и ее вера и внутренняя самоотдача, так скажем, да, при этом она продолжала жить и первое время продолжала получать, как говорится, неприятности. Вот вся эта ее вера и самоотдача привели к тому, что в семье очень сильно поменялся климат, да, скажем так. Люди просто поменялись благодаря ее излучению. А когда пришло время, у нее были откровения разного рода, она увидела, что ее сын, ее дочь и ее муж там наверху, будучи душами, договорились, что они придут вот в таком тяжелом кармическом положении, окажутся, испытании, да, чтобы ее на духовный путь поставить. То есть видишь, как получается?
они спровоцировали ее выйти на этот очень высокий уровень. И так у нас в семье очень часто происходит, в наших семьях, среди людей, не обязательно только в семьях, может быть и встречи различного рода. Что-то происходит обязательно, и гром грянет, тогда мужик начнет креститься, как говорят, да? Вот, до первого светофора, еще говорят так. То есть задача наша понимать, что все такого рода явления в нашей жизни, они связаны с отсутствием воли, с отсутствием наработки какой-то, с тем, что не все понимают свое предназначение, с тем, что нас не учат тому, чтобы понять, кто мы на самом деле. Вот. И разного рода причины приводят к таким печальным недоразумениям, как различного рода привязанности, да, которые делают человеку плохо, больно, и он страдает от этого. Итак, мы пришли к тому, что есть глобальная кармическая предрасположенность, затем у нас есть программа родителей, затем у нас есть обязательно, это в первую очередь, влияние среды, которое влияет на человека, и он попадает в силу своей кармы, попадает в компанию каких-то людей, где ему приходится, видя это все, быть в кавычках адекватным, да, вот сейчас как говорят, ну что, не пьешь, нас не уважаешь там и так далее, за жениха, за невесту и все такое. Если люди действительно желают радости и здравия жениху и невесте, они не будут пить, потому что это дело не связано с их благополучием, оно связано с их неблагополучием, потому что создается негативный фон. За здоровье еще мы часто. За здоровье, да. Вот, поэтому тут очень много нюансов. И, конечно, внешняя среда очень сильно влияет на людей. Человек попадает, дети попадают в условия, где с ними разговаривают окружающие, передавая через слова энергию, информацию. Те же родители, те же соседи, к примеру, да. Если ты хочешь стать бизнесменом успешным, нужно общаться с бизнесменами. Если ты хочешь стать святым, нужно общаться со святыми. Хочешь стать успешным, я не знаю, врачом, нужно общаться с профессорами, имеющими большой опыт. Когда негативная среда, так скажем, да, окружение, которое не ведет тебя к счастью, к радости, но заставляет или каким-то образом влияет на тебя с точки зрения пробуждения негативных каких-то качеств, да, характера, или не хочу их называть зависимостью, ну, в общем, чем-то, что тебе вредит, тебе нужно уйти из этого общества, перестать с ними общаться, но это не значит, что ты должен быть один. Одному надо быть периодически для того, чтобы немножечко осмыслить свою жизнь и хотя бы с самим собой наедине побыть. Это элемент медитации, как будто бы. Но тебе надо, уйдя из этого общества, общаться с людьми, которые видят мир по-другому. Научиться посещать центры общества, я не знаю, спортивные какие-то мероприятия, культурные мероприятия. Общаться с людьми, которые излучают что-то возвышенное. То есть это не уход от реальности, это переход из одного в другое. Если эта компания, в которой человек находится, ему вредит и заставляет его деградировать, он может встретить других людей, другой вид компании или общества, куда ему интересно ходить. Поэтому существуют разные общины, поэтому существуют по интересам различные организации общества. Люди находят по интересам себе сотоварищей, и нужно просто переключить свое внимание на более высокие цели. Уйти, например, там, я не знаю, в какую-то команду, которая занимается миротворчеством, служением. И те же люди, которых ты покинул, они через тебя притянутся тоже, когда будут видеть тебе яркий пример. Ну или останутся на своем уровне, это их выбор. Поэтому вопрос не в одиночестве. Многие, да, боятся одиночества, потому что они не понимают, что они никогда не могут быть одиноки. Ни один человек никогда не был одинок. Он зашорен, смотрит сверху вниз куда-то и думает, что он одинок. Вместо того, чтобы развернуть свое внимание и посмотреть себе в душу, вверх, в конце концов, обратившись к Богу, понять, что Бог всегда с ним находится. Никогда. Человек один не бывает. Но ощущение присутствия Творца, его надо заслужить, заработать, наработать нужно. Люди не понимают, что Он всегда с нами.
Только в крайние моменты, когда жизнь уже на краю, да, опасность вот она реальна, тогда человек обращается к Богу. Почему-то в этот момент он не чувствует, что он один. Он знает, что Бог есть, и он к нему обращается. А почему в моменты одиночества он не знает или не помнит о том, что Бог есть? Почему не обращается? Все относительно в порядке, поэтому. Поэтому научиться любить и общаться с Богом, как вот мы сейчас общаемся, независимо от того, видишь ты его или нет, для начала, было бы самым верным в жизни людей. Я вот даже советовал однажды одна женщина, говорит, я страх испытываю все время. Я говорю, а почему вы не кормите обедом Творца? Она говорит, в смысле? Почему вы переходите улицу, не взяв его за руку? Не поняла, говорит. Я говорю, хотите избавиться от страха? Да. Выберите себе любимый образ Бога. Она говорит, ну, Христос, Иисус. Его люблю. Я говорю, так возьмите его за руку и через дорогу переведите, когда вы идете и боитесь, что вас машина собьет. Не дай Бог. Возьмите его за руку, держите его за руку, как ребенка или кого хотите, когда вам плохо или тяжело или тяжко. И знайте, что он рядом, вы его держите. И все, она избавилась от этого. Перестала бояться, потому что он всегда с ней. Это очень высокая форма медитации в йоге, когда идет визуализация образа любимого. Дело в том, что те, кто более-менее адекватно могут мыслить, они могут задуматься о том, почему их жизнь вот такая сейчас, и почему не такая, как им хочется, а почему она вот такая, какая им не нравится. И что можно для этого сделать? Есть писания древние, есть духовные лидеры, есть, в конце концов, спортивные секции, да? Есть люди, которые ведут ЗОЖ, правильный образ жизни. Почему мы в этот момент не вспоминаем о них, но когда на нас влияют люди с не очень хорошим, скажем, менталитетом, да, почему-то они ближе становятся. И почему-то это стало престижным, когда человек ведет себя как бродяга, к примеру, да? Ну, то есть он ведет себя неадекватно с точки зрения к самому себе даже неадекватно. Он не развивается, он деградирует, не читает книг, он пьет, допустим, курит и так далее. Почему так происходит? Потому что влияние, потому что есть определенные программы людей. Понятное дело, это еще из, скажем, древних годов, так скажем, да, тянется все, потому что жизнь у людей была тяжелая и все такое. Но мы как бы поддерживаем это, вместо того, чтобы развиваться и двигаться к космическому сознанию. Почему-то это стало модным даже одно время. А сейчас модным становится уже иметь, скажем так, спортивное направление. А кто-то раньше считал модным закурить. В этом всем очень сильное негативное влияние оказало телевидение. Особенно в 90-е лихие, когда все дозволено было и все можно было людям смотреть. То есть мы есть то, о чем мы думаем, мы есть то, что мы видим и слышим. В любом случае это влияет. Вот, например, когда мы находимся, я на себе это испытывал, когда я находился в поле мастера, святого человека, ну, мастер с точки зрения достигшего мастерства, да, святого, у меня не возникало никаких мыслей. Я вот помню молодые годы свои. Я и сейчас молодой, конечно, но еще более молодые годы, юношеские, скажем. Я находился в поле очень серьезных мистиков, мастеров. Я просто сидел даже, они ничего не говорили, но в их присутствии не возникает негативных мыслей. И я даже помню, что я пытался что-то вспомнить такое, специально проверяя себя, а у меня даже желания не возникало. И было хорошо, и было спокойно, и безмысленно. Не бессмысленно, а безмысленно. Мне было приятно находиться там, от них даже уходить не хочется. Вот что это такое? Это энергия духа. Эти люди являются проводниками мощной силы. Поэтому если мы хотим помочь людям избавиться от этого, всего, от чего нужно избавиться, то в первую очередь это нужно найти способ, как оказаться в месте, где есть сила. Либо это сила через мастера, либо это сила через места силы, либо через артефакты, либо это природа, лес, горы в особенности. Тогда все вопросы очень быстро решаются. Но на фоне этого должно быть желание. У нас 3 главных аспекта, я подытожу. Это кармическая составляющая, это уровень сознания, который нарабатывается воплощениями,
Это влияние родителей, рода и влияние окружения. Вот где человек находится. Среда влияет на людей. Особенно если люди подвержены, ну, если они находятся в состоянии, когда у них воля не так проявлена, связь с духом не очень проявлена, то, конечно же, окружение очень сильно влияет. И есть еще одно влияние, которое также из окружения, это инфернальное влияние. Вот оно в первую очередь работает. Инферно, знаешь, что это такое? Инферно – это влияние низкочастотных структур, программ, то есть, проще говоря, это влияние темного мира, который подначивает людей, ловит их на искушении, ловит на ложном чувстве, так скажем, да, того, что называется эго, цепляя за эти все якори, навешивает очень большой якорь в направлении стоп в эволюции. То есть останавливает людей в развитии. Я называю эти силы космической иллюзии. Или я называю их силы, сдерживающие эволюцию. С одной стороны, они это делают с точки зрения удержания, тормоза. С другой стороны, они являются хорошими тренерами, позволяющими нам двигаться дальше и научиться подняться над этим. Вот кто как воспринимает это? Ну вот я расскажу о себе, почему я о влиянии родителей заговорил. Не то, что они меня там как-то что-то... Это я вот выяснил, я начал задавать себе вопросы, вот почему так, почему я с этим не могу ничего сделать, почему мне силы воли нету, или чего у меня нету. Вот мне плохо, я знаю, что вот я сейчас, допустим, пью много, и мне будет завтра плохо, но я все равно это делаю. И я изучал, подсознание свое изучал, что это за программы такие у меня в подсознании, и я пришел к выводу, что оно с детства идет. Меня в детстве наказывали. По любой мелочи очень часто наказывали, там, на улицу пошел гулять, там, на 5 минут опоздал, там, в угол. Если в следующий раз допустил такую же ошибку, там, в угол теперь уже не просто, а на коленях, на какой-нибудь горох там. Я ревел, там у меня все стены в углах были в полосках черных от гороховый слез. суп любишь? Да не особо. Нет. Так. Вот. И я понял, что у меня с вот этим воспитанием, таким, с наказаниями бесконечными, создалась программа поведения на ошибки. То есть, если я допускаю ошибку, я должен быть наказан. Вот. И я понял, что это неправильно, что можно другую программу. И вот курение там, больше алкоголь, наверное, и алкоголь, и казино. Вот. Я себя наказывал. Вот. В казино, допустим, вроде начинаешь играть интересно просто там что-то как-то. А потом допустил ошибку, когда проиграл те деньги, которые нельзя было проигрывать, нельзя было их вообще ставить. И я начал себя наказывать, потому что я допустил ошибку, подсознательно. Тебе привычно уже. Я начинал пить, зная, что потом будет вообще плохо, заливаться там, как говорят, уходить от реальности, там, на сутки, там, все. Потом, естественно, плохо, похмелье, там, все, и еще хуже, вот. И вот замкнутый круг такой какой-то был. Но ты прекратил? Да. Сколько уже? Нет, я не прекратил играть, я играю. Нет, я имею в виду, пить прекратил? Выпиваю, но не так, как раньше, по-другому. Не знаю, мне нравится там вкус, легкое такое состояние, и все. Я как раз тебя к этому подвел, да, о качестве вкуса. Хорошо, ты все сказал, задал вопрос, я могу ответить на него? Да. Я сожалею, что у тебя детство было таким мистическим с точки зрения, значит, того, о чем ты говорил. Но при этом смотри, как получается. С одной стороны, тебе было неприятно и больно. Давай в этом позитив найдем. Вот тебя наказывали все детство и, по сути, не проявляли любви к тебе. Но где в этом позитив? Всегда в негативе есть позитив, а в позитиве можно найти какую-то негативную составляющую. Давай найдем позитивную. Позитив в том, что я нашел это, ошибки, как я считаю, родителей, да, и я эти ошибки исправляю в воспитании своего ребенка. То есть ты знаешь, как не надо делать теперь. Да, но это еще не все. Есть еще один позитив, очень важный. Ты о нем не помнишь, но с точки зрения предыдущей твоей жизни, ты в этой жизни уже в детстве отрабатывал карму. И сейчас ты прошел это, как говорится, достойно. То есть теперь эта программа не будет на тебя работать. Более того, к тому же ты знаешь, как с ребенком поступить теперь, как правильно поступать. У тебя есть опыт. Во-первых, ты избавился от предыдущих задолженностей. Таким образом, родители невольно были
исполнителями вот этой кармической программы. Но это не значит, что они тебя не любили. Потому-то они это делали, чтобы тебя воспитать. То есть это такая форма воспитания, это такая, знаешь, странная форма безусловной любви, когда, допустим, ну, бывает так, что ребенок неправильно себя повел, и отец снимает ремень и начинает его бить. Но при этом он не перестает его любить. Любить, понимаешь? Любит бить. Но вот так. А любовь — это люди боговедающие. Любовь. Мне очень всегда нравится, как вы вот слова вот эти разбираете всякие. Ну, потому что мы же смыслами другими, обычно наши слова настоящие, исконно древние, так скажем, да, мы наделяем другими смыслами. Вот эта вот подмена смыслов, она уводит людей в сторону. Подмена смыслов в духовной практике в сторону уводит. Сейчас даже некоторые говорят, блогеры, вот у нас есть там упражнения, которые мы можем за 5 минут дать вам просветление, а йоги этого достигают 30-40 лет и даже не всегда, а вот мы вам... То есть это подмена, это обман людей, так быть не может. Вот. Единственное, когда это может сработать с кем-то, если он действительно подошел к этому кармически, внутренней работая многие воплощения, годы и так далее, подошел к этому, и раз, оно и случилось. Но здесь дело не в блогере с его упражнением, это просто происходит. Здесь то же самое. Наша задача понять, что времени не существует. Ты был тогда в детстве, ты сейчас относительно твоего будущего, скажем, духовного переживания, ты сейчас тоже ребенок. Но ты там в будущем, так скажем, я вот показываю, да, или впереди, или наверх, если хочешь, ты там уже реализованный святой. Хочешь ты того или нет, ты все равно к этому придешь. Потому что тенденция к развитию, ты движешься к космическому сознанию. Каждый человек, даже если он останавливает себя на пути к эволюции, да, в эволюции, на пути к космическому сознанию, через выпивку, через там какие-то другие одурманивающие средства, он все равно придет к этому. Просто придет через страдания и дольше будет идти. Ну вот, как говорят, к Богу можно прийти двумя путями. Через ад и через рай. Через ад быстрее, но через рай прекраснее. Вот в чем дело. Поэтому каждый человек выбирает, через что он идет к Богу. Я вот пример привел тебе по поводу этой женщины с семьей, да, то есть мы же видим теперь, что, представь себе, какая игра, да, всего этого. А вот в нашей жизни в реалиях это не игра, это очень серьезные страдания. Страдания души, душевные, ментальные страдания, физические и телесные. Как ты говоришь, на утро, да, множество нейронов гибнет во время выпивания. И похмель, вот это, да, головная боль, это очень мощная интоксикация и гибель нейронов, которые выводятся как интоксикация и уходят с мочой. Вот что происходит. То есть мы вместо того, чтобы наращивать головной мозг, мы его уменьшаем в размерах, проще говоря. То есть мы теряем нейронные связи, а остаются только те, которые нужны для выживания и для поддержания этой старой программы. И вот чтобы изменить вот эту старую программу, нам нужно приложить усилия теперь. Но эти усилия гораздо меньше, нежели те усилия, которые вы прикладываете, чтобы добыть, а потом терпеть. Знаешь, я был свидетелем того, как мои знакомые спивались. Это в 90-х. Пошла такая тема медитация на алкоголь. И я наблюдаю за этим всем. Но мы занимались боевыми искусствами, медитацией, изучали вот этот весь мистицизм. И, значит, возникла идея, а как мы, интересно, себя почувствуем в состоянии алкогольного опьянения? Сможем ли мы вести боевой режим свой, да, ну то есть как бы заниматься, отбиваться там в конце концов. Ну, время такое было. Вот. Сможем ли мы быть осознанны в этом? И однажды мы попробовали по-настоящему, это я первый раз в жизни, это мне было 24 года или 25, первый раз в жизни я выпил алкоголь тогда. Но у меня цель была, я должен был отравить себя этим и понять, что я из себя представляю в этом состоянии. И знаешь, что я заметил? Я заметил, что у меня ум как стекло, чистый, а сознание сохраняется, а тело отравлено. Тем более, что мы тогда выпили очень много, и водка была самопальная. Вот я прямо говорю, как есть. А идея была такая, у нашего товарища родился сын, первенец. И мы решили это дело отметить заодно и проверить себя. Взяли ящик самопальной водки, и нас было там что-то 5-6.
И вот нужно было, поднялись в жару на гору Таркитау, это была Махачкала, и там, как говорят, шашлыки, это 92-й год или 93-й, сейчас точно не помню. Наклюкались там, и наша задача была спуститься с горы, сесть в общественный транспорт, никого не тронуть, доехать до городского пляжа, заплыть на затонувшую баржу, с нее несколько раз спрыгнуть, вынырнуть еще в этом состоянии, вернуться, найти свои вещи, не взять чужие, одеться и еще пойти на работу. А мы тогда работали в центре, значит, макробиотика был центр такой, центр народной медицины тогда еще. Вот, при Портовской больнице. Можешь себе представить, какая задача была? Вот я помню тогда, если ты видел когда-нибудь солдатские кружки, алюминиевые, старые солдатские кружки. Мне где-то вот столько наливали, в общем, по 4, по 3,5 больших глотка в залпом. Когда пьешь, это где-то 3-4 глотка таких вот было. И я выпил 9 кружек. Вот таких. Я не знаю, сколько это по размеру. Можно, кстати, проверить, просто для интереса. Я выпил 9 кружек. И да, и мы все это сделали, то, что мы там задумали. Я вернулся, и 2 недели потом ходил отравленный. Ну, кто-то там почистился, а у меня не получилось это сделать. Ну, и я еще и держал в себе это. И я понял тогда, что нет никакого смысла в этом, потому что ты осознаешь себя. Вот самое главное, что ты себя осознаешь. Такого провала, когда, говорит, ничего не помню, был пьян, мертвецкий и так далее, такого не бывает. У меня, во всяком случае, не было. Вот. Но медитация на алкоголь у некоторых затянулась. И они стали продолжать это делать, и некоторые бальзамы делали себе на травах, настойки и так далее. И я говорю, ребят, ну вы что-то как-то заигрываетесь в это. Они говорят, нет, все хорошо, это для души и так далее. Ну, напряжение, стресс и все такое. Военное время было еще тогда. Тяжелая такая обстановка. Надо было больше медитировать, заниматься духовной практикой. Ну, кто-то компенсировал настойками. Вот. И однажды я увидел, как мои товарищи в очередной раз наклюкались, так скажем, да, и один там у унитаза ждет, сидит, его там мутит. И у меня родилась ода водки. Представляешь? Я тогда просто это четверостишье или что-то там записал. Кого, как не тебя, зараза, благодарить за хмель и беззаботность прошлых дней. Склонившись к чаше унитаза, жду тихо участи своей. Понимаешь? И это очень наглядно было тогда. И я потом ребятам сказал, все, завязывайтесь с этим делом, потому что дальше у вас остановка начнется. А вы с тех пор вообще не пили никогда алкоголь, да? Нет, я по чуть-чуть пил тогда еще, когда в 90-х годах, когда там свадьбы были, родственники. Но я не пил, собственно говоря, просто. Но мы же занимались мистическими практиками. И я тренировал себя на то, чтобы нейтрализовать алкоголь. Я мог, и сейчас могу, нейтрализовать в человеке через сознание, через прямое влияние на его кровь, алкоголь в организме, и он не будет, скажем так, пьянеть. Такая тоже возможность есть. Мы тренировали, это так называемые даосские мистические практики, когда ты выпиваешь и превращаешь внутри себя этот состав в родниковую воду, а негатив весь выбрасываешь. И ты не пьянеешь. Отчасти наши разведчики применяют такого рода методы, это психотехники так называемые, которые так работают. Но также можно смотреть на человека и не дать ему опьянеть. Он будет пить, а ты ему не даешь. Для этого требуется, конечно, затрата энергии определенная, но такая возможность тоже есть. Вот, а после этого я перестал. Я как встал на духовный путь, уже связанный с крия практиками. Это гораздо раньше было. Я еще начал с того времени, но чуть-чуть вот так потренировавшись, я прекратил это делать. То есть мне нужно было понять, как я трансформирую яды. У меня даже есть опыт, когда я почти столовую ложку мышьяка съел. Для того, чтобы проверить. Ну, так получилось, а потом я решил себя проверить. Об этом тоже есть информация, где-то в Ютубе говорил даже, на видеороликах своих. Вот. Но вот что интересно, этот мышьяк, он же не выводится из организма. И где-то даже до 2014-15 года мне не удавалось его вывести, это очень большая доза. Я не умер,
но при этом мышьяк в организме был у меня. И когда я где-то, не знаю, не помню уже в каком году, в 17 или 18 году, анализы прошел по волосам, они обнаружили огромные сверхзалежи мышьяка, и не поняли, в чем дело вообще, почему в организме столько его. Вот. И я тогда вывел специальным препаратом, который абсорбент очень хороший, выводит из организма очень многое. Вот. Вывел из организма этот мышьяк. Но немножко оставил, так, для пользы дела. Поэтому хочу сказать, что инфернальный план, он все делает возможное, чтобы удерживать сознание выпивающих, кайфующих, так скажем, да, мнимых, так называемых красавчиков таких, удерживать возле себя, потому что он питается страданиями людей. Такая форма изъятия потенциала и энергии. Инфернальный план с его источником, да, вот это инферно, владельцем или хозяином этого всего, да, скажем так, занимается тем, что он собирает энергию жизни, отнимает ее, поэтому людей удерживает на привязи. Но вместо этого ложное чувство дается того, что им нравится, того, что им хочется якобы, а на самом деле это не им хочется, это через них пьют, через них курят. Я об этом раньше тоже говорил. То есть, когда человек выпивает или курит, профессионал такой своего дела, да, он думает, что он в любой момент может бросить. Я вот задавал вопрос своим родственникам, который спивается. Я говорю, ну ты, зачем ты это делаешь? Бросай это дело. Он говорит, да я в любое время брошу. Это уже первый признак того, что он находится в зависимости, в серьезной зависимости. Ну вот только насчет курения у меня сильная такая привычка. Ну, лично у меня, я пачки 3 в день закуриваю. Вот. И когда-то она меня парила очень сильно, я пытался бросать, потом срывался. Вот когда вот, ну, месяц я выдерживал не курить. Весь этот месяц такое состояние очень, ну, дискомфортное. Конечно, да. Дерганный, весь нервный, вот такой. Да. Вот потом опять срыв, и потом думаю, ну блин, уже столько я продержался, и опять сорвался. Потом еще самокритика себя за то, что вот я такой слабак, не могу продержаться. Сейчас я просто смирился, ну вот и все. Просто мне не нравится состояние, когда я не курю, вот уже вот так получается. Я курю с 16 лет, и вот, ну, плотно всю жизнь получается. Вот по поводу курения у меня вот так. И сейчас как-то, ну вот легче стало, смирился. Да, тебе легче стало, потому что ты успокоился, твой ум успокоился. Но тебе не стало легче с точки зрения твоего биологического тела. Ну, это да. Тебе легче стало с точки зрения ментальной озабоченности, да, то есть вот этого вот напряжения, которое ты сам себе создал. А тебе бы точно так же легче стало бы, если бы ты принял решение бросить курить. Тебе бы еще легче стало, еще интереснее. Но дело в том, что качество вкуса нужно менять. Люди, которые пьют, люди, которые сидят на вот этом всем, да, сигареты, выпивка, химия, к примеру, это люди, которые ищут состояние, это люди, которые ищут вот эту безусловную любовь и радость. Они ее не находят. Поэтому та энергия, которая внутри вас находится, она вас изнутри мучает. И вам проще на бессознательном уровне, вам проще выпить или закурить, чтобы занизить частоты, чтобы эта энергия вас не распирала изнутри, не разрывала. Вот давай я тебе задам вопрос. Не почему ты начал курить, а что ты чувствовал, из-за чего ты начал курить или продолжаешь курить? Что ты чувствовал, из-за чего ты продолжаешь пить? Что ты ощущаешь? Не задавал себе такой вопрос? Вот именно в моменте, когда хочется выпить или закурить? Или... Скажем так, причина твоего курения и выпивания, допустим, да, если это возможно сейчас здесь сказать. Ну, курение – это настолько устоявшаяся привычка у меня, я не знаю. Ну, ты начал, ладно, тогда зададим вопрос такой. Что сподвигло тебя к этому? Окружение. Окружение. Ну, в 16 лет, там, это колледж еще был, там, у нас немного людей в колледже курили, но они были мои друзья. Да. Вот. Если бы ты не курил, ты бы не был их другом настолько, насколько, когда ты куришь. Ну, на самом деле, нет. Я был вот за... Они курили, у меня установка такая была, что нет, вот я не буду так, потому что это вредно. Там, как бы. Да. Вот. А потом как-то в какой-то момент это кто-то что-то, да попробуй там это. Ну, как обычно, да. Ну что, ну попробуй. И втянулся.
И я, блин, попробовал, у меня такая, ну вот я не понимаю тоже, многие люди один раз могут попробовать что-то, и все, и ладно, неинтересно там. А вот я попробовал, и все. Мне это нравится, у меня такое вот какая-то эйфористические такие, такое состояние я словил тогда. И, Но ты сейчас продолжаешь славливать эти состояния? ну, нет, настолько, конечно, нет. Вот если месяц выдержать, и потом вот эта сигаретка, это вот как первый раз. А если за этот месяц ты бы занимался чем-то, что даст тебе гораздо больше эйфории с точки зрения радости духа, то ты бы не вернулся к этому, потому что на самом деле ты в поисках вот этого счастья находишься. Эйфория — это только намек на какое-то состояние. Я и потому и говорю, что все люди, которые вот находятся в зависимости, в наркотической зависимости, это форма наркотической зависимости, они в поисках этой радости, этого чувства, в поисках. Но для того, чтобы по-настоящему прийти к этому состоянию, требуется духовное родение, требуется саморазвитие, требуется усилие. Но тогда эти состояния никогда не покинут тебя. Ты всегда будешь находиться в этом внутри. Внутри тебя есть мощь, дух. И, кстати, у тебя всегда есть сила противостоять вот этому всему. Если здесь ты понимаешь, что это вредно, а тело твое просит по привычке, центры наслаждения так работают, да, в крови гуляет еще этот наркотик. Ты знаешь, что сигареты на вот эту вот всю компанию, да, сигаретную тратятся миллиарды долларов, чтобы сделать такой продукт, с которого люди слезть не могут. Если ты думаешь, что сигареты дают тебе чувство радости, нет, это обман, потому что в этих сигаретах до 400 видов присадок существует, которые делают зависимыми людей. Это реально так. Пишут там с фильтром, без фильтра, там дамские, легкие, тяжелые. Легкие иногда даже тяжелее, чем обычные. Но у тебя всегда есть, в лице тебя и всем остальным говорю, кто будет смотреть, скажу так, у вас всегда есть огромная мощь и сила духа внутри вас, которая может этому противостоять и сказать «нет, стоп». И тот вариант, когда ты по одной бросаешь, вот некоторые говорят, я по одной бросаю, это продолжение курения. Просто нужно взять и бросить ее. Знаешь, как вот говорят, в одном журнале я читал, что водка мешает работе. Тогда я бросил читать этот журнал. Вот. Нужно просто взять и бросить. И не подходить к этому. Вот ты месяц продержался, некоторые люди и дня не могут продержаться, там, день через день. Первые 2 дня вообще Да. адские Но ощущения. тебе никто не сказал, что этот месяц делать, чтобы закрепиться в этом. Ты просто держался, и молодец, ты выдержал 30 дней. Но если бы ты работал с сознанием, плюс еще очищение тела, то ты очень быстро вывел бы токсины, те, которые напоминают о прошлом, из организма и укрепился бы в духе, вот, тогда все было бы нормально. Потому что все-таки воля – это пробуждение духа, проявление его. Если у человека воля слаба, это значит, что он связь с духом не наладил, ту, которая должна быть. Она у него есть, но канал очень заужен, и человек не чувствует этой мощи, этой силы. А когда есть мощь и сила, тебе не до вот этих вещей. Ты просто смотришь на это, как под ногами золото валяется, тебе без разницы. Ты идешь дальше, все. Вот к чему нужно двигаться. И не забывай, что вы питаете темный мир, который с вами взаимодействует. Еще раз хочу сказать, что это не ты куришь, это через тебя курят. Не ты пьешь, через тебя пьют. И заметь, мысль первая, а давай-ка вот что-то выпить захочется. Откуда это все идет? Сначала мысль, потом тут же мгновенно желание возникает. Потому что в организме, в теле, в сознании, да, телесном, есть эти программы. Как только мысль, а мысль не твоя, ее инфернальный мир подкинул, бес. Демоны вокруг, и они пытаются взаимодействовать на своем уровне. У них свои программы, эти программы навязываются. Они хотят через тебя получить доступ. Через людей они пытаются получить доступ к физическому плану, будучи в тонком плане. А прямой мостик – это сигареты и алкоголь. Поэтому происходит, не дай бог, там бытовуха вся, за которую люди попадают, там, и некоторые гибнут. Все на почве опьяненного сознания. Поэтому в религиях запрет на это. Все, что опьяняет разум,
на это запрет. В йоге тем более. Но если это опьяняет божественная любовь, то тогда можно. Об этом Руми писал, что он опьянен божественной любовью. «Я пью вино любви», он писал. Он же не пил вина вообще. Это был очень духовный человек, который достиг святости. Но он называл вино — это состояние, опьяненность, состояние близости к Всевышнему. Это ни с чем не сравнимое чувство, поэтому ни одни грибы, ни одни сигареты, там, не знаю, все, что там на земле есть, ни с чем не сравнится. Но это ничто не может сравниться с тем состоянием, которое возникает, когда у человека есть прямая связь с духом. И вот тогда ты чувствуешь эту силу, потому что вы все ищете способ, как обрести силу, но при этом вы ее тратите. Даже та, которая у вас есть, вы ее тратите. Ну, я сейчас как будто бы чувствую эту силу, вот, и как будто бы мне не мешает ни алкоголь, ни курение, там, ничего. Для того, чтобы твоя сила устоялась тебе, твое тело, биологическое тело, должно быть мощным излучателем этой силы, должно быть способно удержать эту силу. Любая рюмка, будь то вино или водка или коньяк, неважно, который человек выпивает, она на очень долгое время закрывает связь с духом, вертикальную связь. Она как бы бессознательно есть, но человек, уходя от этого, он теряет эту силу на очень долгое время. Вообще даже считается, что отрезается эта связь. Ну, я слышал, где-то вы говорили, что прям на несколько лет одна рюмка. Да, в зависимости от уровня сознания. Здесь нельзя сказать, что это именно ровно 5 лет или 7. Вот, 3-4 года. Это зависит от того, как человек действительно, на каком уровне он эволюционно находится. Я, например, знаю людей, мастеров в том числе, которые обладают очень высоким даром, да, искусством, очень высокодуховные люди. Они продолжают пить некоторые, но они заземляются. А в нашем случае, учитывая нашу простоту, да, скажем, да, обычность человеческую, нам так нельзя делать. Качество вкуса нужно изменить. Сначала человек любит чувство водки, ощущение сигарет, ощущение. Это называется качество вкуса, но оно низкочастотно, оно находится на уровне первого-второго центра. Его негативный аспект. Но когда вы поднимаете качество вкуса до духовного состояния, когда твое сознание меняется, то тебе уже претит все то, что раньше казалось вкусным. Меняется. Ты изнутри меняешься благодаря духовной практике, и ты просто восходишь над этим. Все привычки, которые были ранее, они как просто отваливаются за ненадобностью. Это опыт тысячи людей, миллионов людей. И ты не первый, и, к сожалению, не последний в этом, но, тем не менее, это работает. Но нужно учитывать один момент очень важный. Дело в том, что дурная карма, дурные привычки, привычка плохо или дурно мыслить – это все один уровень влияния инфернального мира. Почему? Да потому что ты не сдвигаешься, я сейчас не о тебя в целом, да, не сдвигаешься с этого места, не поднимаешься над этим. Для того, чтобы подвинуть себя, поднять, вознестись чуть-чуть, хотя бы на этап выше, чтобы снять нагрузку, как минимум на тело, требуется учение, требуется философское преследование философии и преследование духовной практики, практической его части. Требуется понимание философии цели жизни. Когда у человека нет цели жизни, он не понимает, что ему делать. И тогда вокруг него ему навязывается цель жизни. Цель жизни достичь там, я не знаю, карьеры какой-то высокой, либо заработать кучу денег, потому что ему кажется, что он не выживет, если денег не будет. Ну и так далее. Очень разные бывают цели у людей, но это не является целью, это просто сопутствующие какие-то маленькие задачи, с которыми он должен справиться. А цель жизни высокая. И когда человек движется к этой цели жизни, у него все отваливается ненужное. А инфернальный мир пытается не дать ему прийти к этой цели. И поэтому искушение и влияние, привычки. Например, 7 дней требуется, чтобы очистить свою кровь. При условии, что ты делаешь пранаямы. 28 дней требуется, чтобы естественным образом очистилась кровь от алкоголя. Поэтому, допустим, ну или от какой-то химии. Это цикл, месяц, да, и то остается вещество, но уже так сильно не влияет. А человек, допустим, он же не ждет 28 дней, он продолжает выпивать. Например, человеку говоришь, зачем ты пьешь, ты же спиваешься. Он говорит, нет, я не спиваюсь, я в неделю 2-3 раза пью.
по чуть-чуть там. Ему кажется по чуть-чуть. Но каждая рюмка висит у него 28 дней, почти 30 дней. Через 3 дня он опять выпил еще, еще и еще. То есть это не заканчивается. А дорожка для этого инфернального мира уже раскрывается. Понимаешь, о чем речь? Поэтому уважающий себя человек, допустим, он должен понять, что он делает для себя и что он делает для них. Мы в какой-то степени такими деяниями просто совершаем греховные действия не только в отношении разрушения души и сознания, а в отношении того, что мы еще и пространство тоже портим. Потому что наша ментальность, потом через нас проводимость вот этих низкочастотных. Мы должны свет проводить, красоту этого мира. А мы делаем по-другому, если мы принимаем это. Я извиняюсь, что я это все рассказываю тебе, но это не касается только тебя, это наша тема сегодняшняя такая. А не может человек в балансе держать? Нет. То есть и духовное развитие чуть-чуть инфернальный мир покормил. Для чего? Для чего это нужно? Для того, чтобы в этом чуть-чуть насладиться. Ты любишь пепси-колу, но не любишь лимонад, к примеру, да? Пепси-кола вредна, кока-кола вредна, лимонад менее вреден. Но тебе вкус пепси-колы или кока-колы нравится, потому что там вещества, которые заставляют усилители вкуса. Там в 600 раз... Я виски с колой обычно пью. Я пример поэтому привожу, да. Там сахара в 600 раз больше концентрат. Это удар по печени, это удар по поджелудке. Удар вообще по мозгам в первую очередь. Но что происходит? Компенсаторно мозг перестраивается, подстраивается, тратит огромное количество сил на все это. И в итоге что получается? Выстраивая новые нейронные связи, они у тебя выстраиваются в направлении вот этой компенсации и привычки к негативу. Поэтому ты и хочешь снова и снова принимать это, потому что у тебя нейронные связи так выстроены. А если ты меняешь нейронные связи, занимаешься духовной практикой, спортом, выводишь из себя токсины и шлаки, у тебя уже не будет такой привязанности сильной. И влияния такого сильного не будет. Потому что ты в этот момент выстраиваешь другие связи нейронные, которые компенсацию дают в этом смысле. Требуется усилие, но еще не забывай, это же и духовная задача твоя. Вот у тебя есть мотивация, у тебя есть ребенок, сын, да, допустим, ты его должен воспитать, что ты ему дашь? Ты его не наказываешь, потому что у тебя есть опыт. Но опыта негативного в плане курения и алкоголя, слава богу, пока еще не произошло. И поэтому ты выводов не сделал по этому поводу. А если бы, допустим, это произошло, ты бы ребенку сказал, никогда не пей. Не, опыт негативный у меня очень сильный был. Но еще не настолько, раз ты продолжаешь. Но смотри, что получается. Я зависимость трансформировал. То есть она меня очень сильно разрушала, и прям там уже как будто бы и тело я потерял бы это уже из-за алкоголя. Вот запомни только, что ты сказал. Я зависимость трансформировал. Вот эту фразу запомни навсегда. Если ты ее трансформировал, значит, ты уже от нее независим. Если ты трансформируешь зависимость, ну то есть неправильное действие, во что-то совершенное, то ты свободен. И если ты это сказал, то тогда оставайся свободным. Понимаешь, о чем я? А если ты продолжаешь это, то ты не свободен, ты все-таки зависим от этого. Поэтому я и говорю, что наша задача понять вообще, кто мы, какая цель жизни, что мы хотим, чтобы добраться до этой цели, что мы хотим от жизни вообще. Вот пока таких вещей нет в голове у человека, ему трудно собраться в кучу. Потому-то он и пьет, что душа хочет одного, а сознание, ум, эго другого, и возникает противоречие. И чтобы эта энергия изнутри не разорвала, человек выпивает компенсаторно. Это понижение эго. Вместо того, чтобы ты свое эго взял и превознес с точки зрения саморазвития, превратил бы его в суперэго, ты его подавляешь сигаретами и виски. Потому что не знаешь, что с этим делать. Поэтому я предлагаю людям изучать, читать Писание, читать Веды, изучать философию, понять, кто мы и какова цель жизни. Тогда все будет легко. У меня есть случаи не один, а тысячи за эти годы, когда люди, зависимые разного уровня, приходили на мой семинар. Это сейчас не реклама ни в коем случае. Приходили на семинары, просто после семинара
как рукой сняло, говорят. Просто переставали курить и пить. И что-то еще хуже. Да, такое есть. И это немало случаев таких. А есть люди, которые очень легко, пройдя семинар, так скажем, да, ну, не испытывая каких-то трудностей, выходили еще на более высокий уровень, проще говоря. Когда уже даже не задумывались о том, что им что-то там надо или там бороться нужно. Нахлынывает чувство там сигареты или алкоголь, а ему надо бороться и прилагать усилия, терпеть, держаться. Нет, это вот прям как-то раз, и все, и они поднимаются над этим. Есть люди, которые после семинара очень сильно задумались, и с этим борются, и с этим работают, продолжают. Но для того, чтобы сохранить устойчивость, нужно заниматься практикой. Без критерия истины практика, без этого ничего не получится. Без практики ничего не получится. Потому что, чтобы противостоять, иметь нужно силы, а силы добываешь в практике. Вот такой вот момент. Твой ребенок видит твой образ жизни. Вот прямо сейчас. Ты ничего плохого не делаешь с точки зрения общества. Все курят, многие курят, там, многие пьют. Но с точки зрения духа ты о своем ребенке не думаешь сейчас. Я извиняюсь, но это так. И он, общаясь с тобой, получает энергоинформационную, постоянную вот эту вот энергию связи с тобой, и она формирует его сознание. Поэтому, когда, если, не дай бог, дети наши начинают делать то же самое, что и мы, а это нам потом уже будет казаться, что это вредно, но мы с этим ничего не можем сделать, это наша беда. Это мы виноваты. Потому что мы сейчас формируем их. Сколько ребенку лет? Младшему 5. Ну вот. Старшему 19. До 7 лет в детях закладывается система убеждений, которыми они будут пользоваться всю свою жизнь. И очень важно, чтобы к этим 6-7 годам ребенок был правильно сформирован. Даже если 1 год остался, даже если полгода осталось до окончания этого, так скажем, цикла, все равно нужно с ним работать. Вот, потому что эти убеждения, которыми он будет пользоваться всю жизнь, они будут выстраивать его жизнь в направлении счастья или страдания. Вот тебя ребенком наказывали, и твоя система убеждений, ценности жизни, которую ты используешь, ты сейчас рассматриваешь бессознательно через призму вот этого рептильного мозга, форма выживания, понимаешь? Поэтому ты и чувствуешь страдания сейчас, и душа твоя неспокойна в этом смысле. Потому-то мы эту тему и завели сейчас. Это сверхсознательная часть, бессознательная часть и сознательная. Они вместе у тебя в разладе находятся. Дух, душа хотят одно, подсознание требует другого, а на сознании ты пытаешься найти выход из ситуации. То есть, потому что есть давление оттуда и отсюда. Все зависит от того, что ты выберешь. Выберешь дух, развернется картина по-другому. Жизнь развернется по-другому. Выберешь подсознание или там какие-то инстинктивные моменты, в них прописана негативная программа. Это может ударить по здоровью и по жизни. Не дай бог по близким. Вот сейчас, например, ты говоришь, ну это же я, это же не они, это я. Нет, вы все связаны. У вас есть семейная карма. Супруга, дети, муж, все связаны. Когда одному плохо, все страдают. Когда один действует неправильно, все страдают. Вот, поэтому мне кажется, видится, что нужно... Ты супруг, ты отец, ты старший. И ты обладаешь волей. И необходимо, чтобы эту волю все почувствовали. И ты в первую очередь. Тогда мир по-другому развернется. Что там у тебя со следующим вопросом? Многие говорят, зависимость, болезнь. Да? Вы считаете это болезнью? С точки зрения йоги болезни не существует. Это можно назвать болезнью. Можно назвать. Для того, чтобы люди понимали, что это ненормально. Все хотят быть здоровыми. Это такой житейско-бытейский термин, да? Но в реальности это не болезнь, это зависимость, которая выводит тебя на уровень других частот, на уровень другого восприятия мира. Можно назвать болезнью, если хочешь, но я бы не называл это, потому что когда говоришь «больной», значит, он говорит: «О, я больной, значит, я ничего не могу, помогите мне». А здесь ты не болен, ты обладаешь
способностью выйти из этой ситуации. С точки зрения йоги, повторю еще раз, болезни понятия такого не существует, но существует такое понятие, как изменение различного рода в состоянии человека. Эти изменения связаны с взаимодействием 5 энергий. Мы состоим из 5 энергий. Суть – это целая энергия, да? 5 энергий, которые обладают определенными качествами. Если сознание человека проводит негативную программу, да, то есть негативную информацию, засорено, если ум, разум человека засорен, то эти энергии нормально не будут взаимодействовать. А какие 5 энергий? Стихии земли, воды, стихии огня, и воздуха и эфира. Прана, апана, вьяна, удана, самана. И вот они спонтанно так себя ведут. Иногда из-за этого поведения у человека возникают различного рода привязанности, спонтанные действия иногда. Попробовал, не попробовал, подсел, не подсел. Это все работа стихийных вот этих вот сил. Но если у человека есть философия и понимание того, кто он, есть цель жизни, которая возникает благодаря пониманию этой философии, да, то тогда эти энергии начинают центрироваться. И вот у нас есть практика, где мы сознательно уводим эти энергии в позвоночник, пребывая там хотя бы несколько минут, у человека возникает чувство самодостаточности и ощущение, что он не нуждается в том, в чем раньше был, от чего был зависим. А вообще зависимости, ну, вот любая зависимость плохо. Ну, типа, есть лайтовые такие, ну, кто-то покушать любит, там, кто-то сладкое любит, кто-то... Любая зависимость указывает на нашу несвободу. Кто-то кофе любит. Да. Если любовь перерастает в привычку, в зависимость, то это уже не любовь, и это уже не полезно. Например, когда человек говорит, я без там чего-то не могу, он расписывается в своем бессилии. На этом его ловит инфернальный мир. Человек самодостаточен, он может без всего. Это не значит, что ты должен не пить, перестать пить кофе там, или что-то еще делать. Но сначала ты прояви волю, сначала дай себе понимание, что ты свободен от этого всего. И в этом свободном состоянии потом можешь делать все, что хочешь. Но сначала достигни этого освобождения. А есть люди, говорят, да, я свободен, я могу там бросить это, поэтому я балуюсь там и так далее. Он не свободен, он себя обманывает. Это иллюзия, самообман. Свобода – это когда ты смотришь, и тебе не хочется. Вот когда лежат сигареты, ты не курил месяц, лежат сигареты. Тебе говорят, закури, ты говоришь, да нет, я не хочу. Точнее, я свободен от этого. Даже не хочу или хочу, это тоже зависимость. Хочу быть независимым от того, что я не хочу, или еще наоборот, да, что-то в обратную сторону. Это тоже своего рода тонкая форма зависимости. А когда ты говоришь, я свободен и не привязан к этому, а в этой непривязанности уже тогда ты можешь делать то, что считаешь нужным. Но проблема в том, что человеку в этом состоянии ничего не нужно. Это не проблема даже, а истина в том, что ему действительно ничего не нужно. Вот я был дружен с одним святым, он уже почил сейчас, так он курил Беломор-канал в свое время. Причем это ему не мешало быть человеком для многих духовным наставником. Он курил в день по 2, по 3 пачки, наверное. И я когда ему задал вопрос, я говорю, он говорит, знаю. Я заземляюсь, говорит, не переживай. Ну, это влияние-то есть, интоксикация есть, а сознание его в духе находится. Тело отравлено. Он говорит, я просто заземляюсь, потому что, говорит, такая форма заземления существует. Но он был святой, а мы простые люди. Поэтому нам надо научиться сначала быть в свете, а потом уже в свете событий решать. А что отличает святого от простого человека? Святой, который напрямую общается с Богом, давай так. А в простоте своей, так скажем, изложения этого вопроса, это человек святой, который очень близок к Богу. И через него проходит та сила, которая меняет жизни многих людей, которые с ним связываются. Меняет жизни в лучшую сторону, делает их счастливыми. Святость – это свет плюс знание. Это не свет с точки зрения излучения, хотя излучение тоже видно бывает. Святость – это святый, да, то есть тот, кто обладает качеством, и тот, кого осветил Дух в свое время. То есть его душа чиста, его сознание чисто, его сердце имеет очень большой размер, куда вмещаются все абсолютно. То есть чистота намерений и помыслов. И еще тот, кто обладает силой
способен сфокусировать эту силу в той или иной степени на каком-то вопросе, чтобы этот вопрос решился. Ну, то есть такие люди, когда молятся за кого-то, у этих людей там болезни отходят или еще что-то. В жизни происходит что-то очень важное для них. Такой человек может быть святым. Но, скажем, с точки зрения эзотерики могу сказать, что свят тот, кто постиг свое высшее «я», тот, кто определил свою изначальную природу, тот, кто закрепился в высшем «я». Это и просветленный, и святой. Тот, кто понимает, что он не эго, не ум, не тело, не энергия, что он сверхсознание. И из этого состояния он управляет процессами. Тогда в его присутствии меняется многое. Ну, то есть он всегда в этом состоянии, получается, находится, да? Да, а ему не надо пытаться удерживать это состояние, потому что он до него добрался и закрепился. Вот если говорить о том, что приходил Христос, к примеру, да, или другие пророки некоторые, хотя Христос был аватаром, пророки это были люди, которые обладали качествами, а Христос был еще и пророком, потому что он очень многие вещи предсказывал, но в том числе он еще и был и воплощением вот этой сути Бога. Так вот, к чему я это говорил? Вот он обладал качеством высокой проводимости, и в его присутствии все думали, как он, если он этого хотел. Будда тоже. Ему не надо было находиться в этом состоянии все время, стараться. Он уже такой. Это точно так же, когда люди крией занимаются, к примеру, через какое-то время у них этот файл просто отсутствует, например, там, говорить неправду. И они каждый раз, когда, если даже бывает ситуация, вынужден скрыть правду, не сказать ложь, а скрыть правду, это их очень сильно волнует с точки зрения совести. И тогда они говорят: простите, но я не могу сказать. Но он не врет. Просто он такой. Честный человек не знает, что такое честность, он такой. Рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода, это ее природа. Мы даже не знаем, из чего состоит наш воздух, которым мы дышим. И сколько там газов. С учетом химтрейлов гораздо больше. Так вот, когда Иисус пришел, Он просил людей подняться хотя бы до сердечного центра и закрепиться на нем. Тот, кто поднялся и закрепился, он ниже не отпускается уже. Это святость, сердце, любовь, безусловная. Но тот, кто достигает йоги высокого пути, он достигает осознания того, что он парам атман, что он вечная душа, нетленная, за пределами всего-всего. И вот этот параматман, в нем ты уже не нуждаешься в том, чтобы практиковать или что-то делать. Ты просто такой. Но через тебя энергии миллиардов брахманов проходят. Ты это все можешь дозировать, если надо открыть шлюз. Вот в чем дело. И здесь, конечно, сначала требуется условие, сначала требуется усилие, молитвенное практикование. И это не религия. Я не религиозен, кстати говоря, я занимаюсь духовной практикой. Но молитва – это именно то, что позволяет человеку обратиться к высшим силам, к высшей силе, единой силе, да, к единому, с целью достичь хотя бы какой-то части прохождения пути. И тогда он получает эту силу. И вот в наше время Творец в 1000 раз ускорился. Мы 1 шаг делаем, а он 1000 шагов делает. Было время, когда 10, 100, сейчас 1000. Настолько время ускорилось, настолько любовь стала более проявленной, сконцентрированной, более, так скажем, ощутимой с точки зрения общения Бога с нами. Наше сознание меняется. Наш подкаст как раз и указывает на то, что парадигма сдвигается твоя, и в лице тебя всем говорю людям, ты же будешь это передавать другим людям, да? Парадигма сдвигается, образ мышления меняется, точка сборки меняется. И сейчас нужно использовать эту возможность. А негативная составляющая этого, скажу следующее, что люди, которые профессионально курят или пьют, а особенности пьют, их вытащить трудно бывает уже из преисподней. Вот честно. Скажу как есть. Требуется, ну, наверное, само присутствие Христа, наверное, требуется, чтобы вытащить эту душу оттуда. И не всякий даже святой может вытащить. Они проваливаются в бездну своего вот этого вот пространства низкочастотного присутствия, и там находятся в темном, сыром и очень неприятном состоянии.
в неведении, в непонимании, то теряет человек индивидуальность. Для того, чтобы сохранить индивидуальность, требуется работа с нейронами. Нейроны обладают качествами связи с сознанием Вселенной. Если нейроны гибнут во время алкоголя, то ты не можешь связаться с этим высшим миром. И люди попадают в адские условия. Какие условия он при жизни заработал, наработал, туда он по чистоте и попадает. И вопрос не в том, что там горячая сковородка, на которой жарят. Это тоже есть на самом деле. Вот. Вопрос в том, что в этот момент человек теряет себя самого раз и навсегда. Но страдания никуда не деваются, они усиливаются. Это я не то чтобы стращаю, но просто вы должны понимать, что мы делаем, да, вместе. И я чувствую ответственность, и поэтому я могу сказать то, что я вижу, знаю, ощущаю. Может быть, в какой-то из там воплощений я тоже был в этой ситуации, скорее всего, потому что мы развивались. Не все приходят сразу к тому, к чему должны прийти. Вот, поэтому, учитывая все эти обстоятельства, рука помощи, она нужна сейчас. Дорога ложка к обеду, говорят. Ну вот как, допустим, люди смотрят, которые играют в казино, пьют алкоголь много, курят там, еще что-то, не занимаются ничем духовным, никакими практиками, ничем, вот далеки от этого всего. Вот что им сделать? Ну, но они при этом хотят, допустим, завязать с казино. Вот многие у меня зрители, вот как завязать с казино? Я говорю, ну не играй просто. Ты проигрываешь деньги, опять туда идешь, опять проигрываешь. И я вам объясняю, я знаю, как оно устроено. Вы будете в минусах, если будете В любом играть. случае будут в минусах. В Вот. минусах будут и финансовые, и биоэнергетические, и духовные. Но я сам себя помню, когда я был вот прям зависим от этого. Да. Я помню, что я вот проигрываю, я, чуть ли не плачу, что вот, ну, опять вот это вот сделал. Опять в долги какие-то залез, и опять иду туда играть, вот снова и снова. Это наркотик информационный, который сидит в крови. Это неправильное отношение или понимание механизма, как все устроено, в том числе и в казино. Казино – это порталы преисподней, через которые снимается огромное количество духовной силы. И людей прельщают. Прелесть в том, что человека привязывают деньгами, там, возможностями и так далее. Да, есть люди, которые... Есть случаи, когда человек выиграл в казино и больше не играл, к примеру. Такие тоже есть случаи. Но искушений немало разного рода. Предлагают еще, и еще, и еще. Помнишь тройка, семерка, туз, когда Герман проиграл? Не помнишь такое? Так, Произведение было. Так вот, что он сделал? Он на первых 2 сессиях выиграл, а на 3-й все проиграл. Обычно так бывает. Первая часть жизни человек что-то там пытается сделать, что-то выигрывает, а потом проигрывает эту жизнь, когда приходит к старости и к смерти. Вот так изымается потенциал человека. Что нужно сделать? Я рекомендую начать заниматься духовной практикой, либо хотя бы спортом. Просто начать заниматься спортом. Потому что когда токсины, информационные влияния, физические токсины, они более-менее как-то выходят из организма, хотя бы задуматься есть о чем. А в этом состоянии интоксикации человеку очень трудно задуматься. Поэтому создают условия. Если человек алкоголик, к примеру, его на капельницу кладут, чтобы почистить кровь. И более-менее с ним можно разговаривать. Но проблема не в этом. Проблема в том, что этих людей нужно подвергнуть экзорцизму. Знаешь, что такое экзорцизм? угу. Ну, а каким Потому образом? Все одержимы. По местам силы поводить. Качество вкуса поменять. Выбить оттуда тварь, которая сидит и питается, значит, страданиями этого человека. И проводит эту энергию дальше в преисподнюю. Любая форма одержания, а то, что ты описываешь, это серьезная форма одержания, когда человек не может, вот он прям опять лезет. Это, да, можно назвать болезнью. Это присутствие демона внутри. Ну или на загривке. И человека надо очистить. Святая вода, какой-то обряд, если он в христианском эгрегоре находится или мусульманском. А есть воды начитанные, так скажем, да, омовение и все такое, чтобы выбить эту тварь. Ему тогда легче будет понять, что происходит. А пока он пьян или под воздействием находится низкочастотных излучений, ты ему ничего не объяснишь. Надо снять с него эту порчу. Для этого требуется
индивидуально поработать с человеком. Вот. И, как правило, эти люди говорят: да нет, вы что, с ума сошли, что ли, я в порядке, я нормальный. А он ненормальный и не в порядке, это видно. Когда человек пьет, всегда есть содержание. Когда человек курит, всегда есть содержание. Когда из человека вытаскивают эту программу, элементар, да, это лярва, пускай будет. Это живая тварь, которая низкочастотная. Вот она такая, она питается этим. Когда из него выбивают эту программу, он начинает чувствовать, что он вообще, что это было? Я же нормальный, я обладаю силой и так далее. Через какое-то время снова она пытается пройти сквозь ауру потихонечку, и он опять срывается, курит. Такие вещи бывают, если ауру не закрыл, не закрепился в практике. Поэтому я рекомендую людям заняться саморазвитием. Может быть, даже продолжать то, чем они занимаются, но начать это, и это вытеснит другое. Знаешь, принцип вытеснения, когда там 400-литровая бочка стоит с грязной водой, ее сдвинуть невозможно, чтобы воду вылить или как-то там поменять. Что обычно делается? Шланг с чистой водой опускается. Через час-два там будет чистая вода. Методом вымывания. Ну вот у меня была вот эта ситуация, когда я прям, я сейчас понимаю, что это вот прям была вот эта вот какая-то сущность, которая полностью мной управляла. Вот, это длилось прям несколько лет. Вот, когда Где она сейчас, эта сущность? Не со мной точно. Не знаю. А сейчас не сущность, а сушка, да, которая периодически заставляет что-то опять вспоминать. Типа не отрывайся от коллектива, от нас. Продолжай, говорит, курить и пить. Это же нормально, что здесь такого. Ну, ты там рюмочку выпьешь, но сигаретку выкуришь. Незаметно 3 пачки в день. Да это же ничего страшного. Кто вот это все делает? Кто этим занимается, скажи мне? Как ты позволяешь это все делать? Я не хочу, чтобы наша с тобой беседа превращалась в допрос такой некого рода, да, но в любом случае у нас такая тема сейчас, которая требует искренности и в ответах, и в суждении, так скажем. Поэтому, чтобы мы действительно могли помочь людям, вот все, что я сейчас говорю, можно не вырезать даже. Если мы действительно хотим помочь людям, нам надо до конца этот вопрос рассмотреть, со всеми его вытекающими. Ну, собственно, мы это уже и почти сделали. Ну вот у меня был очень сложный период. Ну, опять же, вот казино, Сложный алкоголь, период, да. куча долгов. Вот я стример, как бы, но при этом я вроде и зарабатывал нормально, но при этом проигрывал все, что зарабатывал, и набирал кучу долгов, и не знал, что делать, и уже думал продавать все там это, и при этом заливался всегда алкоголем прям жестко. Уходил от реальности, как казалось. Да, на сутки там, вот, где, Да, что, как, вот. Потом, естественно, все очень плохо, состояние, вот это все, здоровье. Вот. Потом в процессе этого всего, я искал ответы, почему я не могу их контролировать. Я и кодировался один раз даже, поехал. У меня друг был тоже, у него проблемы были с алкоголем, мы 20 лет дружили с ним. Он закодируется на год не пьет вообще, такой чистый, светлый, счастливый, все классно. Потом год проходит, он как будто это ждет прям. И еще сильнее там, он потом вообще, если он начинал пить, он с утра начинал там пиво, там в обед водку, вечером еще что-то, и вот так целый день, и так столько не там, живут, да. неделю, месяц там запой, у него через несколько дней уже стеклянные глаза, там с ним невозможно разговаривать, ничего. У него еще прям сильнее было. Но вот я как будто бы к этому тоже шел. Вот, и потом сериал «Викинги» мне попался. Очень мне понравился он, я им как-то проникся. Так. Что-то я начал в сериале «Викинги», у всех там татуировки всякие. Я начал на стримах разукрашиваться. Там, какого-то состояния опьянения достигну, там что-то игра не идет, там раз уйду, красками как-то размулюсь, там, я викинг. Ну, да. И вот так долго делал, и потом в какой-то момент думаю, что разукрашиваться, татуировку себе сделаю на лице, короче. Вот. И вот это история. Не возиться постоянно, да? История появления вот этой татуировки. Да. Да. Первая версия была просто черные символы, эти руны. А сделал как? Думаю, трезвый я не сделаю. Надо это... Вот на стриме пришла, все, пора делать татуировку. Я со стрима прям пьяный поехал в место, где много татуированных людей было. У них я порасспрашивал, у кого они татуировки делали. Татуировщика нормального найти. В общем, нашел и договорился, и тут же все, поехал к нему, делал. А он оказался, я ему показываю примерно, вот полосочка на лице там у одного персонажа была. Говорю, что-то типа такого. Он смотрит, ты что, это же, говорит, руны, это нельзя с ними шутить так. Я говорю, да,
пофиг, руны, не руны. Сейчас, я, говорит, это позвоню какой-то тетке, рунологу, его знакомая, ты с ней поговоришь чуть-чуть. И вот она у меня начала расспрашивать по телефону, какая-то тетка, типа, что у меня вообще по жизни, что хочу, это, что мешает, что поменять, что-то как-то. Я ей начал рассказывать. У меня проблемы там с казино, с алкоголем, там ничего не могу с этим сделать. Ну, примерно накидал, чем я занимаюсь, там, что хочу. Она в этот момент рисовала вот эти символы, которые мне на лице бить. Вот. И мне набили эту татуировку. Чтобы она тебе помогла. Да. Да. Я к этому не придал значения и не верил в это все, что оно может как-то помочь. Но после этого какие-то, не сразу, но потом как будто бы пошли какие-то изменения в лучшую сторону. И вот я хотел у вас спросить, как вы на это смотрите? Вот. Весь мир управляется символами. Эти символы могут быть позитивные, негативные, нейтральные, в зависимости от того, что необходимо. Поэтому да, эти символы работают. Но они не сильнее твоей воли и духа, твоей души. В помощь, может быть, да. Очень много символов, которые мы носим, если носим, они зачастую, мы даже не знаем их действия, как оно работает все. И это не всегда позитивно, не всегда хорошо. В данном случае ты чувствуешь, что тебе помогло, и это хорошо. Но это не значит, что ты в зависимости теперь находишься от этого символа. Если его не будет, вдруг ты начнешь опять то же самое, или в жизни будет то же самое происходить. Нет. Более того, мне кажется, что ты перерос это уже все. Вот. И в реальности, может быть, есть смысл вывести эту татуировку, но проявить волю. Ни одна татуировка, ни один символ, ни одни элементы рунические или какие-либо другие не являются сильнее твоего духа или твоей души. Ну, в те времена я как будто бы с этим алкоголем уже потерял дух, что ли. Вот, как будто бы... Отстранился от него. Он всегда есть, но ты отстранился, да, в этот момент. А сейчас... Сейчас как будто бы все вернулось. Сейчас, конечно, да. Силу... Да, но это не значит, что эта руна все сделала. Это ты сам сделал. Там целый какой-то, целый путь какой-то был. Ну, кстати, еще у меня, ну, вот этот друг, про который я говорил, он умер, в общем. Я так и понял. Вот, и потом через месяц умер отец, у меня вот такой сложный получился период, и вот в те моменты прям все усилилось, ну, еще тяжелее стало, ну, вот, усугубилось. Вот. А потом вот я продолжал уже с татуировкой, продолжал искать вопросы, вот уже и, ну, кодировался, уже думал в рехаб какой-то поехать, там, но благо не получилось. Я хотел, чтобы меня прям с караоке там пьяного забрали, нашел, ну, кто этим... Ну, караоке неплохо, кстати, да. Ну, созвонились с этим человеком каким-то, и что-то мне не понравилось, какой-то подход, и, ну, оттолкнуло меня что-то, в общем. Ну и хорошо, потому что потом я узнал, что меня бы увезли неизвестно в какой город, я бы сам не знал, в какой забрали бы все телефоны, никто из родни бы не знал об этом всем и так далее. И еще, не дай бог, там подвергли бы опытам. Вот, и потом в какой-то момент кто-то мне говорит, ну, попробуй. Вот, псилоцибиновый. Я как-то за эту информацию зацепился, говорю, что за... Ну, типа, что какие-то могут как-то в этом что-то помочь. И полгода где-то изучал весь интернет, я перелопатил про эти, что, как, чем они могут там помочь, и что вообще это такое. Ну, понял, что я захотел это попробовать. В общем, попробовал. И как будто бы что-то начало вот с этого момента очень сильно меняться. Ну, ты можешь описать, что было с тобой? Об этом я могу много раз говорить, долго. Я нашел, но там нельзя самому это все, нашел проводника, человека, который будет рядом со мной, который знает, что это такое. Нянька? Мы поехали на природу, была река, лес. Вот. Я примерно, ну, эти полгода изучал, что будет, что я там, ну, увижу. Но когда это все началось, я ну, понял то, что я изучал, и что я все понимаю. Я понял, что я ничего не понимаю. Я, ну, просто вот такой вот, сложно описать. Все начиналось так, ну, мне говорят, приляжь. Я прилег, лежу, ну, ничего. Потом какая-то вот как галлюцинация, что ли, вот в небе, там какая-то дымка такая вот кругленькая, и что-то она увеличивается, и как будто туда куда-то что-то затягивает, ну, какое-то что-то интересное. Потом у меня тревожность такая пошла какая-то. А потом мне захотелось в лес, ну, вот там река, несколько метров, камней и лес. Мне к этому лесу захотелось пройти. Можно? Я говорю, пройду там, ну, там говорят, иди, конечно. Вот, и у меня начинается вот этот весь процесс, и я, получается, к этому лесу подхожу, и там как будто в какой-то портал все оживает, все вот так вот, краски яркие, и
вся земля, все стало живое, ну вот оно как будто вот шевелится все. И тут лес начинает со мной разговаривать. У меня в голове как-то вот такое пошло. Я с этого вот, ну, вообще как бы испугался даже. Ну, типа, со мной поздоровались, я отвечаю, со мной начинают общаться вот так вот как-то. И как будто бы начинают со мной знакомиться, этот лес спрашивать, ну, что пришел к нам или что-то такое. Ну, это все в мыслях у меня в голове Я происходит. понимаю. И потом как будто бы вот что-то заставляет меня голову повернуть, и поворачивает голову мою, там какие-то бутылки пустые валяются, стеклянные, из-под пива там. Потом в другую сторону мою голову поворачиваю, там, ну, кто-то в туалет сходил, бумага какая-то валяется, вот такое что-то. И меня спрашивают, видишь, как вы тут мусорите? Я говорю, ну да, вижу. И потом резко меня как скрючивает, такая душевная боль какая-то, я аж приседаю как-то вот так вот, я аж, ну, как будто бы до слез аж, вот, ну, вот что мы испытываем, мне говорят, когда вы тут мусорите. Я такой, все понял, ну, в общем, это очень долго, правда, я могу рассказывать. Я понимаю, да, но видишь, вот такая форма взаимодействия необычная для тебя, да, то есть непривычная для ума. Она как раз всегда происходит у тех, кто живет в лесу, вот тех же викингов, которым ты симпатии испытывал. Они же общались с природой. И очень многие из них принимали различного рода снадобья, чтобы понимать, что хотят духи и так далее. Они же в зависимости, в сопричастии с духами находились. В общем, я почему эти про все начал? В этот день у меня вот как будто бы вот мое понимание, как устроен мир, и вот все, вот много стереотипов, вот как будто бы все вмиг разрушилось, и мне показалось, что мир не такой уж узкий, как мне казалось раньше. Верно. Были какие-то моменты важные, например, ну, я задавал вопросы, и я получал какие-то ответы. Вопросов было много у меня по поводу моего вот этого алкоголизма, по поводу того всего. В какой-то момент меня ткнули в этот браслет вот, вниманием. Я какой-то вопрос задавал, и мне внимание прямо на этот браслет. Этот браслет мне супруга подарила здесь с датой нашей свадьбы. Там, ну, в общем, как семейные ценности, что ли. Мотивировать пытались, да. И мне как будто ну, настолько... Вот я очень ярко помню этот момент, как будто бы мне вбили, что... Обратив внимание, что у тебя семья, короче, вот, на ней сконцентрироваться нужно. Вот. С тех пор я еще продолжал взаимодействие с грибами. И постепенно они меня как будто бы научили, как мне работать, как мне выбить из себя вот это вот, ну вот... Эти программы все, да. Постепенно меня привели к тому, что начал практики всякие медитативные делать. То есть вот направленные медитации есть там, вот Елена Вальяк, например, в Ютубе, она гипнолог. Ну, у нее есть и медитации, и гипнозы для работы с подсознанием. Я вот начал использовать совместно с этими медитациями, гипнозами. Вот. Ну, и до сих пор часто практикую всякое такое. И вот мне кажется, ну вот, не кажется, я вижу, что ну, 3 года я с этим работаю, очень трансформировался. Личность трансформировалась. Ну, если это помогло тебе избавиться от более тяжелой формы зависимости, это очень хорошо, наверное. Но я хочу сказать, что у нас в нашей традиции не используем такого рода вещества. Более того, наша технология построена таким образом, чтобы независимо от того, есть у тебя грибы или нет, там, ты находился в состоянии возвышенного восприятия этого всего. То есть через медитацию ты можешь общаться с природой, с небом, с космосом, со Вселенной. Можешь общаться от сердца к сердцу. Это делается через духовные ценности, через духовную практику. Вот, потому что, да, они обладают определенным качеством, их вещества, которые в них содержатся, они стимулируют работу шишковидной железы, через которую ты уже и получаешь вот это все. То есть твоя задача пробудить шишковидную железу, к примеру, чтобы испытывать то, что ты испытывал, но уже и контролировать, потому что ты же в этом состоянии не контролировал это. Ну да, там сложно что-то контролировать. Да. Люди, которые там применяют и так далее, вещество это, они же в процессе входят в это состояние, трип так называемый, который вообще никак не управляем. То есть с ними что-то происходит, они только потом говорят, со мной было это, и по пути этого какие-то там, если успевал, осознания. Но это не является развитием, это не является духовной трансформацией. Это просто опыт, который ты получил, и ты знаешь, что теперь вот, да, есть вот такое, а есть вот такое. И ты уже не хочешь так, потому что ты знаешь, что есть другое. Но это тоже форма зависимости.
Она лучше, чем предыдущая, но все равно это форма зависимости. А когда ты занимаешься духовной практикой, занимаешься саморазвитием, используешь технологии, науку трансформации сознания, то ты не находишься в зависимости, ты проходишь сам, получая опыт, понимаешь, как это работает, как устроено, двигаешься дальше и управляешь процессом. Медитация от всего этого, что мы сейчас вспомнили, о чем говорили, отличается тем, что когда ты медитируешь, ты становишься обладателем этого. В данном случае, когда человек принимает какие-то снадобья, там все что угодно, он является тем, кто находится в зависимости, им обладают там и все остальное, да, ну все что. А когда ты медитируешь, ты поднимаешься, во-первых, над этим еще более выше, намного выше, и ты обладатель того, что с тобой происходит, ты контролируешь эти процессы. Ты как бы используешь эту энергию в таком русле, которое тебе важно, которое нужно. Ну вот я использую, ну я медитирую, но совмещаю, как будто бы они дают, усиливают эти... Тогда тебе нужно научиться входить в это состояние без применения для начала. А потом ты поймешь, что состояние медитации – это состояние безграничного чувства радости и счастья, ни с чем не сравнимого, что ни одни по эволюции являются гораздо ниже эволюционно, чем человек. Это даже не животный уровень, это растение. Но и не растение. Не животное, не растение, это отдельный. Это все равно относится к эволюции растения. Вот есть, смотри, есть минералы, есть растения, то, что растет. Туда входит лес со всеми его обитателями. Потом животный уровень, есть человеческий. Вот они по эволюции относятся к растительному миру, растительное царство. А ты человек, ты через одно поколение, так скажем, выше эволюционно. И получается, ты, чтобы прийти к своей высокой эволюции, используешь растения, ну или вещества, которые по эволюции на 2 этажа ниже тебя. Это же тоже странно. Почему? Потому что они вводят состояние измененного сознания. И в этой измененке ты начинаешь видеть, что ты не нечто другое, нежели чем то, к чему тебя приучили органы чувств. Ты выходишь за пределы органа чувств и начинаешь видеть вещи, которые раньше не видели. Но растения ведь древнее, чем человек. Это не важно, но они же эволюционно не выше. И чтобы тебе прийти к своей собственной эволюции, неужели тебе требуются какие-то вещества, которые тебя будут занижать в эволюции? Или находятся ниже, чем ты по эволюции? Получается, что мы свою волю не можем проявить, нам должны помочь, или еще что-то. Я считаю, что нет. Я считаю, что нам в помощь может быть наша воля, наше осознание, устремленность, понимание осознания как понимание цели и хотя бы небольшое усилие. Еще раз хочу сказать, что это нежелательные вещи. Но на Востоке, например, есть случаи, когда ученик очень сильно закостенелый такой, да, скажем, который не верит ни во что, и вот он прям такой совсем материальный, ему иногда дают попробовать что-то, и он тогда у него крышу сносит, и он начинает понимать, что он оказывается безграничное нечто. Потом, когда он возвращается, ему говорят: а теперь ты понял это? Да, понял. А теперь ты должен через духовную практику идти к этому. А есть люди, которые все время сидят на этом. Вот у меня есть опыт, когда ко мне приходили люди и говорят: айаваска, айаваска, айаваска. И многие по 10, по 15 раз совершают вот эти трипы, так называемые, отдают огромные деньги. Я хочу тоже слетать в Перу на айаваску. Я могу тебе сказать, куда бы ты ни летал, в любом случае тебе внутри работать. Вот в качестве примера скажу. Есть у меня ученик, который 9 таких инициаций прошел айаваска. Когда он на 9-ю собирался, он меня предупредил, я сказал: нежелательно это делать. Он говорит: я каждый раз что-то для себя открываю. Когда им задаешь вопрос: вот ты что-то для себя открыл, ты с этим можешь работать? Он говорит: нет, не могу. А какой смысл в этом открытии тогда? Я знаю, что я теперь вот это. Хорошо, ты знаешь, что ты вот это. Или что вот так происходит. Сделай это без применения этого всего. Не могу. Хорошо. Во время
этого состояния, когда работает, ты можешь управлять этим? Не могу. А какой смысл тогда в этом? Ничего не меняется. Единственное, когда у человека есть страх смерти, болезнь какая-то, основанная на этом страхе смерти, может быть, сильная привязанность, как ты говоришь, и так далее. Иногда дается опыт, человек входит в это состояние и в какой-то степени, осознавая, переосмысливая что-то, не взяв это под контроль, но как-то сдвинул парадигму, что называется. Выходя из этого состояния, он может измениться. Да, но ему все равно придется работать самому потом. Он же не может всю жизнь сидеть. Она за тебя не сделает твою работу, потому что действие там не совершается. Там просто данность. Ты это увидел, и все. Оно на тебя повлияло с точки зрения памяти. Мозг воспринял, запомнил, запечатлел, и все. Но эти люди, выходя из трипа, они остаются теми же. Убеждения, может быть, меняются. Да, им легче действовать дальше, как-то искать что-то, как ты говоришь, там, изучать что-то. Но без действия эти изучения останутся только информацией. Все равно требуется саморазвитие. Нельзя сказать, что пройдя несколько курсов трипов вот этих вот, да, человек раз и обрел просветление. Никто из них не просветлел. Согласен. Никто из них не стал святым. Им требуется работать над собой. Если бы так было все легко, то тогда, может быть, и не требовалось бы духовной практики, а были бы и растения, вмазал, и все, и такое же. Вот тамплиеры, например, использовали амелу белую, это галлюциноген в свое время. Описание есть на эту тему. Для того, чтобы, то есть жрецы этого ордена, они использовали это. Некоторые даже и военные, то есть воины тоже использовали. Для того, чтобы снять страх смерти. Они вот видят себя вне тела и понимают, когда возвращаются, они говорят, я понимаю, что жизнь продолжается. Но чтобы взять под контроль эту жизнь, которая будет продолжаться, требуется духовное развитие. Потому что, да, жизнь продолжается, смерти нет, но что с ним будет происходить после, зависит от его же уровня сознания. На какой уровень попадет, какая частота вибраций его захватит, какая последняя мысль перед смертью будет, которая станет потом результатом. Ты знаешь, что последняя мысль перед смертью, она определяет будущее состояние. Вот на чем человек зациклился, когда уходит в момент перехода, он в то и превращается. Это как один мудрец беспокоился об олененке, которого спас. Ему время уходить пришло. Мудрец покидает тело и думает, как же там мой олененок без меня. Привязался к нему. И воплотился в оленя в следующей жизни. А вы помните свои прошлые жизни? Я помню только то, что мне необходимо помнить, то есть значимые воплощения своей жизни. Да. Некоторые события в точности даже. А вообще есть польза от, сейчас есть практики, чтобы, регрессивные гипнозы, чтобы типа в свою прошлую Это холотропное дыхание, вот это вот частое дыхание? Регрессивный гипноз там... Через гипноз? Да. А через холотропное тоже есть практики такие? Да, я не советую этого делать, потому что там есть свои проблемы от этого. Я считаю, что во время духовного практикования всплывает информация, где твоя интуиция подтверждает это. И это было бы самым правильным. Она всплывает ровно тогда, когда ты к этому готов. Если ты искусственно сейчас войдешь в прошлое состояние, где якобы можно увидеть прошлую жизнь, не факт, что это будет прошлая жизнь, но факт, что подсознание, которое в себе содержит информацию, обязательно тебе что-то покажет, но ты будешь думать, что это твоя прошлая жизнь. То есть здесь опасность в чем заключается? В том, что человек может остановиться на пути. Ну, к примеру, зачем тебе знать о прошлой жизни, если в этой прошлой жизни ты себя вел совершенно неприемлемо с точки зрения человеческой. И вот ты представь себе, ты это узнаешь, и все остаток твоей жизни, допустим, да, долгой, дай бог, вот, ты будешь думать и ходить о том, что ты вот такой вот сякой, к примеру. Это не так, я не про тебя, я вообще в целом, чтобы ты не думал. Вот. Когда мне один товарищ мой говорит, скажи мне, кто я был в прошлом, ты можешь, я знаю, ты знаешь. Я говорю, послушай, я не буду тебе говорить, кто ты был в прошлой жизни, но ты не готов. Он говорит, нет, я хочу знать, я хочу знать. Вот он меня достал, он ездил со мной раньше еще в Гималаях, по Гималаям и так далее. Я говорю, давай ты ко мне больше не будешь с этим вопросом обращаться. Ну, я не хочу. Он говорит, ну вот,
Всем говоришь, а мне не говоришь, а я никому не говорю, он просто так себя ведет. Потом опять вопрос возник, вот он говорит, я бы, если бы знал, кто я был в прошлой жизни, я бы собрал эту информацию, вот я же такой, я такой и такой в этой жизни. Я говорю, ну ты просто не готов еще. Когда придет время, ты будешь готов, эта информация придет к тебе. Ну и вот он как-то не угомонился, и мы в Новосибирск поехали по семинару, моему я там проводил. И там жила, сейчас она покинула тело, жила святая женщина одна, вот, которой Сатья Сай Баба открыл возможность такую. Она видела предыдущую, последнюю, прошлую жизнь человека в точности. Она брала фотографию Сай Бабы. Знаешь, кто это, Сатья Сай Баба? Она брала его фотографию, ну или фотографию, допустим, там, изображение, иконку ангела, может быть, святого, но в основном Сай. Так вот поднимала руку и начинала рисовать автоматическое письмо, как говорят, да? То есть она считывала информацию, она рисовала карту, потом на этой карте находила страну, ставила точку, так скажем, да? Она знала, какая страна, она знала, кто, чего. Этот мой товарищ, он говорит, о, я у нее спрошу, она же типа видит прошлую жизнь. Я говорю, ну давай, иди спрашивай. Я знал, что у него будут проблемы с этим. И он говорит ей, Людмила, скажи мне, кто я был в прошлой жизни. Она говорит, сейчас. Она и понимала, что мы как бы ребята, занимающиеся духовной практикой, и нам можно так смело сказать. И она ему, значит, говорит, там, в общем, назвала страну где-то, какая-то прибалтийская страна, в общем, междуречие какое-то. Ты, говорит, была молодой девушкой, всю жизнь чистила рыбу, умерла в 33 года от воспаления легких. Все. И вот он смотрит так, выругался про себя и говорит, вот, блин, все Наполеоны, йоги, там, махасидхи, просветленные, а я, значит, женщина, да, которая рыбу чистила, и умерла еще, да, значит, вот так, да, и все. Его зациклило, и он до сих пор тащит эту информацию, у него дела не идут, понимаешь? Потому что он разочаровался в себе, он, оказывается, не махасидх, не просветленный, не... Я ему говорю, а что мешает тебе в этой жизни заняться собой? Что тебе мешает? Займись саморазвитием. Не говори об этом, что тебя все кидают, и ты такой никчемный там и так далее. Вот. А займись собой, будь самодостаточен. Но для этого же надо трудиться. А трудиться же не хочется. Проще съесть. Или айаваску выпить. И там на несколько секунд побыть вот этим совершенным. И то это уровень только нижнего астрала. Ты понимаешь, Виктор? Это уровень нижнего астрала. Вот то, что вы там видите, вот эту всю воронки, красоту, энергию, выходы и так далее, это астральный план. А Люцифер сидит именно в астральном плане. Он и притягивает этим. И когда был спор между Сатпурушем, Абсолютом и Люцифером, пятым сыном, который сказал, я буду править так, как я хочу. Он говорит, но ты пойми, я тебе дал, ты мой сын возлюбленный, да, я тебе дал место, ты по твоей просьбе дал тебе пространство, в котором ты можешь править, быть подобием меня. Я правлю через любовь, все в любви, все души в этой любви безусловной. Ты тоже так должен. Он говорит, я буду так, как я хочу. И он сказал, что я всегда буду создавать препятствия, чтобы эти души к тебе не вернулись. Тогда отец сказал, Абсолют, тогда я буду на каждые съеденные тобой 100 тысяч, я буду создавать 150 тысяч, из самого себя генерировать. И эти души все равно найдут путь обратно. Я дам им путь возвращения домой, и они смогут обойти твои козни. Тогда он сказал, знаешь что? Тогда я создам множество учений, направлений, я создам множество препятствий в виде растений, в виде различных методов даже, которые будут задерживать их на пути, но они будут думать, что они идут к тебе. Тогда появились различного рода системы, направления, в том числе и растения. Например, табак считается испражнением дьявола. Поэтому он создал огромное количество ловушек на пути. Самая главная ловушка – это привязанность и прельщение, то есть искушение. Если сатана и существует, то он в голове, в умах людей находится. Привязанность телесного сознания к различного рода сладостям, которые далеки от настоящей сладости.
да, божественные, они очень внизу там. Ну, люди довольствуются, это подмена. Нет терпения добиться высокой сладости или объемной любви, безусловной, да, он довольствуется вот этим мелким, как дешевый дофамин. То же самое. Люди получают дешевый дофамин, когда листают Инстаграм, там, я не знаю, все это. Когда они вместо того, чтобы собрать эту энергию и сделать что-то прекрасное, которое даст им гораздо больше, они просто по мелочам расходуют его на разные виды деятельности и теряют себя в этом. Это химия плюс еще и физика. Это химия, физика плюс еще и дух. Душа или психа физическая проявленная. То есть это сознание. Вот надо соединить, чтобы был такой триединый, единый смысл этого всего. Мастер мысль, мастер слова и мастер дела, мастер действия. Тогда у человека энергия сфокусирована, и он, обладая этой силой, почувствует, что ему все это уже, эта мишура не нужна, он хочет главной цели, и он движется к ней. А потом он наслаждается плодами этой деятельности. И это гораздо выше и приятнее, чем то, о чем мы сейчас говорим уже 2 часа почти. Скоро. О снах я еще хотел поговорить чуть-чуть. Давай. Что такое сны вообще? Куда мы попадаем? Что мы, ну вот, что это вот, ну, когда мы видим сны, это мозг нам рисует это все, или мы действительно куда-то попадаем, или просто сны бывают, там сбываются как-то, бывает всякое такое. Да. Существует несколько видов снов. Зловещие, добрые вещи и просто сны. Мы в любом случае куда-то попадаем, потому что когда в обычной истории человек живет, его точка сборки где-то вот Манипура, Сватхистана, уровень сознания, человек со средним умом. Когда он засыпает, его тело полностью отключается, 5 органов чувств отключаются, ум исчезает благодаря этому, он полностью расслабляется, и душа по особому каналу может подняться снизу вверх до центра воли и выходит в бессознательное. От уровня души зависит, на каком этапе она находится развития эволюционного. Она может войти в сверхсознательное или в бессознательное. Как правило, бессознательное. Задний мозг, образно говоря. То есть сознание поднимается, потому что препятствий нет. А когда человек бодрствует, препятствия существуют, потому что есть ум, есть эго, есть его квадратное мышление, и есть привязанность к определенным устоям и так далее. То есть во внешнем мире, плюс ко всему, есть еще тоже якоря. И тогда ум здесь и сейчас. Душа сидит в темнице. Ей хочется простора, ей хочется абсолютной радости, свободы от всего известного. Но она не может, потому что ум давлеет в этот момент. Поэтому человек засыпает, чтобы душа не погибла. Ей требуется связь с духом. Она невеста, а он жених. Вот эта алхимическая свадьба происходит на время, когда душа беспрепятственно по особому каналу во время сна, когда полная расслабленность, и даже человек может не дышать в это время, дыхание задерживается или, скажем так, полностью останавливается. Бывает такая фаза сна. В этот момент человека не надо будить, тормошить, там, проснись, ты что, умер, не дышишь. Такое бывает. Это бывает несколько раз за фазы сна. Так вот, душа в этот момент, она поднимается и выходит на тонкий уровень. Но от уровня сознания, повторю еще раз, зависит, на какой уровень душа выходит. Если она выходит через центры, чакры, допустим, через Манипура чакру, она попадает в астральный план. Может быть, не такой низкий, но и невысокий. Если она выходит через сердечный центр, а для этого требуется развитие человека духовное, ты всегда будешь находиться в сердечном, через сердечный центр, врата открываются, так скажем, да, в мир райский, где есть любовь, где есть красота. А если ты выходишь через центр воли, то ты у трона Бога находишься. Вот почему йоги, практикуя особый вид дыхания, поднимают свое сознание и проживают эволюцию за одну жизнь как миллионы лет. Я об этом все время говорю, об этом я говорю как про крия техники. Поэтому да, сон – это впечатление, которое ты в себе носишь в необычных комбинациях. Это бред ума. Но когда человек проваливается в подсознание, этот бред ума усиливается, потому что в подсознании есть еще и своя программа, плюс мозг, который не до конца еще
уснул, так проще говоря, да, еще есть какая-то связь. И в этот момент ты начинаешь понимать, что ты спишь, и вроде не спишь, и видишь весь этот бред на этапе перехода в сон или на выходе. Поэтому сны запоминаются в основном на выходе и на входе. А в глубокой фазе, где нет сна, потому что ты в реальности находишься, внешне это сон, но в этой глубокой фазе сна нет. Есть реальность, но эта реальность тобой не воспринимается, поэтому внешне это кажется как сон. Это состояние сна без сновидений. Называется это состояние турия, когда, допустим, человек погружается в глубочайшее состояние или в высочайшее состояние, когда душа его там, она в духе находится, получая впечатление, получив вот это вот благословение, вот эту силу, она снова возвращается в наше тело, мы пробуждаемся, она находит свое место по кармической привязанности, в силу кармического влияния, она обретает тот уровень, ну или там приходит туда, и там как в заточении находится. Это тот момент, когда Кощей украл Василису Премудрую и посадил ее на цепи, и Иван-Царевич должен был ее спасти. Это вот в сказке так описывается. Когда душа находится, как Василиса Премудрая, она на цепи находится, привязанностей. Ее поместили там, потому что ум гуляет, где попало, Кощей бессмертный, к примеру, да, ну или там злодей какой-то. Но Иван-Царевич, как дух, как понимание того, что действительно важно, он приходит как осознание через практику трансформации проходит, которую ему устраивает кто? Баба-Яга. Она ему говорит, ну, сядь на лопату, я тебя сейчас зажарю и спеку. То есть она создает условия трансформации, когда за счет духовной практики огонь духа сжигает всю нечисть. Это и есть в печи сжечь себя, то есть это трансформация. А душа, что это вообще такое? Вот она в теле находится, это как энергия какая-то или... Ну, вот... Душа — это то, что отошло от абсолюта в виде маленькой яркой звездочки, бесконечно яркой, бесконечно малой точки. И вокруг нее образовалось тело. Душа проявила себя. Ну, заменим душа сознанием. Сознание. Оно обретает тело. И твое тело есть результат твоего сознания. Но и сознание в зависимости от тела находится, к сожалению, если человек не понимает принципов. Есть то, что бессмертно, то, что возвращается без индивидуальности. Это атман. Это называется душой. А есть околодушевная душа, которая обретает опыт, которая развивается, которая, получая опыт, движется дальше. И эта душа больше личность, но духовная личность. И вот задача наша в практике — атман бессмертный, который уйдет в случае чего, да? Его невозможно затронуть ничем, его невозможно схватить. Атман соединить с этой душой, чтобы душа осознала себя как бессмертное существо. И тогда вы входите в состояние освобождения при жизни. Дживан Мукт называется. Освобожденный при жизни. Это полная реализация. Пока этого не произошло, нам приходится воплощаться. Во время сна ты можешь встретиться со своей душой, при этом тебе нужно научиться осознанно засыпать, входить и выходить из этого состояния. Для этого требуется крия-нидра практика. Я ее даю, у нас есть она. Позволяющая тебе намагнитить твое тело, перезарядить твои духовные батареи, сделать твое тело крепким, потому что оно крепчает благодаря присутствию праны, жизненной силы, и при этом еще позволить себе нырнуть так глубоко, чтобы осознать себя в бессознательном или сверхсознательном. Это тоже приведет тебя к реализации, к освобождению, к космическому сознанию, проще говоря. Это дело времени. У некоторых это быстро происходит. Но если человек курит и пьет, это будет задерживать его на пути, потому что его концентрация слабая, его мозг слаб, потому что он отравляет его. Поэтому требуется мотивация, ради чего ты живешь. Когда ты хочешь достичь этих высочайших уровней и понимаешь, что на пути к этому ты будешь испытывать чувство радости ни с чем не сравнимое, что ни одна сигарета или там выпитая рюмка не даст тебе такого чувства радости. Вот простой пример, смотри. Когда человек испытывает на физиологическом уровне оргазм, для людей это считают пиком наслаждения. Это секунды этого так называемого намека на наслаждение. Для людей это очень важный
процесс, и люди к этому стремятся. Они хотят это испытать снова и снова. Но при этом они выбрасывают огромное количество энергии в этот момент. А что такое оргазм с точки зрения йоги? Это энергия, которая активировалась и просто очень легко по лепесточкам чакр прошлась, и то не до конца, а до уровня там первого-третьего центра. И человек испытывает состояние, которое ему кажется прям вот наслаждением. Но представь себе, что йог испытывает, когда он открывает канал центральный, где его центр начинает активно взаимодействовать. Может ли это сравниться с вот этим вот физиологическим процессом, который на несколько секунд, после чего человеку плохо становится, выброс энергии? Не может. Поэтому, когда мы понимаем, что мы действительно хотим быть счастливыми, то в это счастье входят 3 главных аспекта. Вот всем, кто будет смотреть эту передачу, скажу, ради чего все это происходит, ради чего все люди стремятся туда, попадают в просак, почему они пытаются заработать денег, чтобы быть якобы счастливым, почему они пьют, чтобы быть счастливым, уйти от проблемы и так далее. Они просто хотят 3 вещей. Они хотят блаженства, мы все хотим блаженства, мы хотим самоосознавания, и мы хотим долгих лет жизни, а то и бессмертия. Вот 3 аспекта. Долго жить, быть бессмертным, осознавать себя и наслаждаться. Согласен с этим? Ну да. И все вокруг этого. Абсолютно все вокруг этого. Просто люди некоторые неумело находят какие-то методы, неумелым путем таким, нерадивые, так скажем, да, просто вредят себя. Он хочет наслаждения, но получает потерю самоосознавания. Какое-то состояние словил, но в этом ничего не понимаешь, потому что опьянен либо наркотиком, либо там водкой, к примеру, там, алкоголь. Одно другое не поддерживает. А в йоге дается все 3 аспекта даются сразу. Ну как сразу, имеется в виду в процессе развития. Ты развиваешь осознанность. В этой осознанности ты, осознавая себя, находишься очень долго, потому что когда ты практикуешь, у тебя годы жизни увеличиваются. Ты себя не отравляешь, ты продолжаешь жить в этом теле и еще и наслаждаешься. Постепенно это наслаждение становится все ярче, все ближе к Богу. Но это так называемая тихая радость, которая занимает всю Вселенную, внешне не видна. Но она прям там внутри вибрирует. И эта радость может заразить, в хорошем смысле, всех твоих близких. Ты можешь сделать так, чтобы твой ребенок бессознательно не страдал от того, что его отец пьет и курит. К сожалению, он страдает. Но если ты его любишь, прояви эту любовь. Ради него перестань это делать. Просто брось, зная, что ты проявление Бога. Воплощение божественной любви не может быть в зависимости от чего-то. Каждый человек – это душа прямо из первоисточника. Люди об этом не знают или не помнят. Когда ты осознаешь, что ты хотя бы ментально, интеллектуально осознаешь, что ты из первоисточника, у тебя уже появится ментальная сила не опускаться ниже этого доверия, этого высшего состояния. Воплощение божественной любви – это значит, что ты проявление самого Творца. Вот на земле, здесь и сейчас. Ну как Творец, который является творением Творца, может вести себя подобным образом, чтобы забыть о том, что он проявление этой Божьей силы? Только через искушение и забвение. Малая форма забвения – это временное помутнение разума, когда человек не понимает, что он творит. Это влияние инфернального мира. А осознанность, которая развивается в духовной практике, не позволяет тебе этого сделать, потому что с этой осознанностью приходит сила. Вот поэтому я говорю, начните заниматься духовной практикой. Молиться, медитировать, энергизировать тело. Хотите, уходите в христианство, в мусульманство, если хотите. Кому что ближе, я не могу советовать. Но я рекомендую йогическую практику, которая затрагивает абсолютно все аспекты бытия. И вот как ты говоришь, отвечая на вопрос, как вот людям помочь? Да просто нужно попасть на семинар, неважно, ко мне или кому-то, кому вы доверяете, и начать действовать. Да, будет нелегко, будет голова гулять, ум не будет сфокусирован, но день, два, три вы войдете в ритм, и все будет нормально. А потом через какое-то время вы поймете, что вам не хочется курить так часто, а через какое-то время вам будет понятно, что вы вообще не хотите этого делать. Иногда это сразу.
Вот у меня часто бывает сразу. На семинарах люди, пройдя двухдневный семинар, они просто выходят с него, и у них совершенно другое восприятие, качество вкуса другое. Они говорят, блин, чем я все эти годы занимался? Что за жесть? И все, и он говорит, я не хочу больше так. И что значит не хочу? Он чувствует, что он может этого не делать больше. Потому что он вышел с энергией. Человеку сил не хватает. Он забывает, кто он не соблюдает правила игры, теряя свое тело или делая его слабее, и поэтому теряет волю. А когда и воля, и осознание, и еще тело чистое, тогда у человека есть сила. И эта сила не позволяет ему совершить грех или промахнуться, как говорят. Вот такой мой аспект рекомендаций. Советовать не могу, но рекомендую. Очень интересно все это. Вообще много нового для меня. Очень круто. Для зрителей тоже, я думаю. Я желаю всем победить самих себя. Единственная победа, которая важна, это победить самого себя. Я имею в виду личность эго. Ее нужно победить. А вообще, на самом деле, она не имеет никаких шансов. Если ты фокусируешь свое внимание на том, что ты дух, душа, что ты сознание. Душа, сознание – синоним. Если ты на этом концентрируешься, а мы в практике всегда на этом концентрируемся. Я не тело, я не ум, я не эго, я сознание. Сознание, которое управляет этим телом. Тогда что может тело тебе там навязать? Это же телесная программа, когда человек чего-то там не может. А через телесную программу работают демоны. И запомните, это не вы курите и не вы пьете. Это через вас. Вы питаете. Вы часто говорите это. Да, вы питаете это. Зачем? Зачем вы впускаете в свою жизнь чернь? Но им же тоже кушать хочется. Если... А если их никто не будет питать, как они? Куда они денутся все? Вот ты такой сострадательный. Да, накорми сначала людей голодных, если у тебя есть такая возможность. Вот с них начни, а это потом разберемся с этим. Сейчас это не в твоей власти. В твоей власти сделать себя совершенным, сделать так, чтобы ты ощутил мощь и силу, которая сделает счастливыми твою семью в первую очередь. Я считаю, что это важнее. Кислородную маску мы одеваем сначала на себя, потом на ребенка в самолете. Почему так? Потому что если ты себя не спасешь, ты ребенка тоже не спасешь. Себя не спасешь, своих близких. Йоги говорят, не надо лечить людей, не надо их пытаться там, на уму-разуму научить или наставить на путь истинный. Начните с себя. Вот собой займитесь и в течение какого-то времени 10 вокруг себя исправите. Потому что хочешь не хочешь, вы взаимодействуете. Представь себе, если ты сейчас начнешь медитировать, все твои люди, которые тебя уважают, ты для некоторых кумиром являешься, да, они будут делать то же самое. И ты тогда поможешь им, а не тебе. Потому что в поле вместе вы будете чувствовать еще большую силу. Почему исцеляются на семинарах? Потому что образуется мощное поле, единое поле всех этих людей, устремленность. И тогда оно вытесняет все болезни. У нас очень много случаев таких. Это ж не моя заслуга, заслуга Высшего. А представь себе, если бы это был виски. Мы сейчас говорим, а сами потихонечку, да? Нет, вот такого не должно быть. Сказал – делай. Вот если сказал, надо делать. То есть действие – это результат твоей воли. Воля – это проявление духа. Когда ты с духом в связи находишься, когда у тебя есть высокая идея, моноидея, все остальное под это подстраивается. Цель определяет средства, говорят. То есть, когда у тебя есть моноидея, Вселенная начнет работать таким образом, чтобы тебя избавить от того, что мешает тебе на пути к достижению этой высокой цели. Но она должна быть высокодуховна. Но если ты чувствуешь, что ты не справляешься когда-то, это значит, что ты отошел от духа. Первое, что означает, ты отошел от духа. Тогда ты взываешь к нему и говоришь, сделай так, чтобы я не отошел от тебя, не отходи от меня. Ты будь руководителем, ты будь со мной, прибудь со мной, руководи мной всегда. Вот твоя молитва должна быть. Когда ты чувствуешь, что тебе нельзя, а кто-то навязывает, и тело говорит «хочу, хочу, хочу», так вспомни, кто ты в этот момент. Ты не тело. Кто может управлять тобой? Ты мужчина, муж, отец. Кто может тобой управлять? Вот это тело, но это не ты.
Ты же не говоришь «я тело», ты говоришь «это мое тело». Ты не говоришь «я рука», ты говоришь «это моя рука, моя голова». Значит, есть ты и есть твоя голова, твоя рука, твое тело, твой ребенок, твоя супруга, твоя жизнь. И ты всегда имеешь возможность, обратившись к Высшему, сказать: сейчас я чувствую, что я могу не справиться, дай мне силы. Сделай так, чтобы я прошел этот экзамен достойно. Я не хочу скатываться. Я как этот Сизифов труд, знаешь, поднимаешь камень опять вниз. Это дьявол придумал. Карму дьявол придумал. Карму не Бог придумал, карму дьявол придумал. Для того, чтобы мы не выбрались из этого. Потому что сколько бы ты ни пытался что-либо сделать правильно, все равно где-то будет ошибочка. В чем-то да маленькая будет нестыковка с точки зрения космического закона. И тогда что, снова опять в это же возвращаться? Нет. Есть милость Бога, о которой мало кто помнит. И когда ты мощь и сила, но в какой-то момент ты чувствуешь, что не справляешься, потому-то ты и не справляешься, что тебе нужно туда обратиться за милостью. И ты обращаешься к Высшему и говоришь: я только благодаря тебе могу все это сделать. Нет делателя, нет деятеля, есть только ты. Все, в этом состоянии тебя никто не пробьет. Никогда. В этом состоянии люди даже в казино выигрывают. Ты понимаешь? Я, кстати, только об этом подумал. Сейчас вот вы сейчас рассказываете, вот, и вы опередили меня про казино. Думаю, в казино если это попробовать. Я понимаю, но я еще не договорил. В этом состоянии они выигрывают в казино, я потому этот пример тебе и привожу. Но они застревают на этом. И потом их эго говорит: смотри, у тебя получилось так, давай еще раз, давай еще раз. И опять они пытаются увлечь человека. Но это один раз делается. Творец может даже и это сделать, чтобы ты поверил, чтобы ты понимал, что это связь, она существует. Каждый атом с ним связан, каждый нейрон. И ты не позволяй нейронам гибнуть, потому что чем меньше нейронов, чем хуже нейронной связи, тем меньше связи ты ощущаешь и силы ощущаешь. Тогда выбраться из этой ямы очень тяжело. Именно нейроны на тонком плане связывают тебя с информацией, значит, сверхсознания. У нас есть прямые порталы, так скажем, в клетках мозга. Порталы, которые напрямую связывают нас с Богом. Поэтому я в твоем лице желаю всем, кто нуждается в этой помощи, в первую очередь помнить о том, что мы воплощение божественной любви, то есть выше этой силы ничего во Вселенной нет. Любовь — это самая высокая сила. Выше нее ничего нет во Вселенной, потому что любовь — это сам Творец. Он Создатель, Он Творец. А обращаясь к Нему, всегда чувствуя вот эту связь, медитировать в любом состоянии, даже если человек там не откладывая, так скажем, да, даже если он вынужденно там выпил, ушел в какое-то непонятное состояние депрессии, все равно это все не мешает человеку помнить о Высшем. Пока мозги работают, всегда направляйте их на божественное присутствие, что бы вы ни делали. Вот у меня был случай, как-то так получилось, что мне задали вопрос: а вы можете доказать, что вот эта связь существует? И почему-то так, это один раз было, я больше никогда так не делал. Почему-то я вдруг решил действительно показать им, этим людям. Наверное, мне нужно было их как-то вдохновить. А там были нарды, были 2 кубика. Я сказал: смотрите, я кину 3 раза, и все 3 раза будут 6 ляр. С точки зрения, там, я не знаю, теории относительности, насколько это вероятно? С точки зрения теории вероятности вообще вот этого все, насколько это вероятно? Ну, очень маловероятно. Маловероятно, все. Для меня, для самого это было удивлением. Но я просто в этот момент понял, что я могу это сделать. Не я, а он через меня. Я прошептал мантру и просто кинул их. И были 6. У людей, естественно, глаза на лоб. Я беру еще раз и кидаю еще раз, прошептав мантру свою, обращаясь, попросив. Я это сделал еще раз 6. И все, там такая энергетика возникла просто. Я это сделал небрежно, я не пытался там как-то, просто кинул и все. Они говорят: а давай 3-й раз. Я говорю: нет, 3-й раз я не сделаю. Я знаю, что будет 6 и 3-й раз, потому что изначально было такое ощущение знания. Но вас развлекать я не собираюсь. И вот они остались в этом состоянии. Поэтому
У Творца для нас огромное количество таких подарков, о которых мы даже представить себе не можем, которые могут сделать нас, как детей Его, абсолютно счастливыми. Но почему-то мы довольствуемся какой-то нечистью зачастую. Почему так? Ну, потому что матрица, она заставляет человека думать по-другому. Надо подняться над этим, менять качество вкуса, читать духовную литературу, молиться, медитировать, заниматься спортом и захотеть сначала, захотеть жить чистой, свободной жизнью, быть счастливым по-настоящему, потому что все остальное – это несчастье. Я надеюсь, мы очень многое сегодня переговорили, мотивации достаточно для людей. Я готов, если нужно, еще на эти темы говорить. Это не к тому, чтобы завершить наш сегодняшний почти монолог, извини. Ну, Вот, но надо было высказаться. Каждый находится в такой ситуации, когда ему требуется помощь. Помощь от друзей, как правило, не работает так. Помощь от близких, от жены, от супруга, от родителей. Мы знаем, что это не работает. Единственная помощь – это от Творца, свыше. Это единственная помощь универсальная, которая работает и делает человека действительно счастливым и вытаскивает из самых крайних ситуаций. Тогда, когда уже все, а там только начало. я считаю, очень полезный подкаст. Благодарю за доверие. Благодарю Очень рад вас за то, знакомству. что согласились. Я знаю ваш график насыщенный. Все-таки мы нашли время. Я же это искренне ради людей делаю. Если мы можем чем-то с тобой помочь в этом смысле, я буду счастлив. Потому что для чего вообще все это нужно, по большому счету? А зрители, любимые, подписывайтесь на Имрама, подписывайтесь на меня. Благодарим вас за ваши лайки, за ваши комменты. Все почитаем. Спасибо. Всех благ. Счастья всем, радости. Здравия.